Практически каждый человек, который ко мне приходит, у него есть проблемы затрудненного подъема руки вверх, а также очень часто люди приходят с таким заболеванием, которое называется артроз тазобедренной кости, коксартроз голеностопа, артроз голеностопа, бурсит плечевого сустава и так далее. Начну по порядку, откуда это берется и что с этим делать. Я сегодня вам объясню, как это можно убирать в домашних условиях и убирать блокировки, а также делать общую дезинтоксикацию при помощи обыкновенной вилки домашней, ложки и вот такой лопатки. Понятно? Я расскажу, как можно дома в домашних условиях при помощи вот таких невероятных простых уровней помочь человеку, который находится рядом с вами. Также я расскажу, как убрать полностью коксартроз тазобедренной кости и облегчить страдания человека, который ходит и хромает, и у которого очень болят суставы. Как это сделать на протяжении 2-3 дней и сделать так, чтобы это было максимально эффективно. Вы, наверное, замечали, что если, допустим, у человека болит зуб и туда попало мясо, то если начинать пить таблетки, то это не помогает. Замечали такое? Вот смотрите, зуб забился, канал забился, там большой кариес, и после этого человек начинает полоскать, не получается, начинает пить таблетки, не получается, начинает как-то давить вот так на десну, не получается. После этого берет зубочистку, я извиняюсь, выковыривает, и ему становится легче, да? Таким образом, очень часто люди думают, что массаж неэффективен, а это то же самое, как взять и выковырять просто большой кусочек мяса откуда-то там из кариеса. Точно так же с этими массажами. Когда в нашем органе появляется накопление, это накопление токсинов. Когда почки перестают хорошо работать, в нашем теле появляется накопление уратов, оксалатов и кальциево-фосфорных соединений. Это все называется в нашей медицине солевым диатезом. Кто не слышал этого слова и не знаком с этим словом? Наверное, каждый человек знаком со словом солевой диатез. От чего же это происходит? Это происходит от того, что плохо работает поджелудочная железа, гликогируется гемоглобин, а также появляется в теле большое количество токсинов, которые с водой, являются продуктами распада крови, а также в теле плохо работают почки, печень. Это все является предпосылкой формирования солей в нашем теле и складирования этих солей подкожно. Таким образом, соли, токсины, это все складывается, и складывается оно в определенных местах. Более твердые частицы складываются в мягких тканях, которые являются поверхностью нашей спины, вдоль нашего позвоночного столба. Также они очень хорошо откладываются в жировой ткани бедер, а также в жировой ткани поясницы. Также такие соли хорошо откладываются у нас в верхней воротниковой зоне, очень эффективно, да, в верхней воротниковой зоне, в грудной зоне и так далее. Это складируется, и обычно это происходит достаточно глубоко в фасциях. Также у нас есть органы, и эти органы очень часто поражены элементом фиброза. Эти органы, вокруг них и в самом органе появляются токсические элементы, которые начинают приводить к распаду органа или там, к фиброзу в органе. Это все вокруг органа образовывает определенную зону токсического накопления. Эти зоны токсического накопления в дальнейшем капсулируются, и эти зоны токсического наполнения в дальнейшем объясняются теми людьми, которые проводят массаж, объясняются как узлы токсинов или узелковые какие-то болезненные части. Когда вы, наверное, болели, вы замечали, что в том месте, где появляется болезненное состояние, допустим, горлышко болит, и мы трогаем под горлышком, там появляется узелок. Грубо можно сказать, что этот узелок сформирован за счет того, что появилась стафилококковая инфекция или инфекция стрептокока в горле. Но мы это ощущаем как узелок. Точно такие же узелки мы очень часто можем прощупывать у человека в его физическом теле. На уровне животика, на уровне рук, на уровне позвоночника и в мягких тканях, и в достаточно твердых. Когда или что я вам хочу сегодня рассказать? Первое, с чем я вас хочу познакомить, это с элементом, который называется древняя китайская практика выведения токсинов при помощи массажа гуаша.
Что же это такое гуаша и когда его начали выполнять? Упоминания о массажах гуаша в Китае достаточно древние, и впервые о массаже гуаша можно прочитать в старинных трактатах китайских медиков, датируемые XII веком. Уже тогда вытачивали из рога буйвола определенную лопатку и пробовали такой лопаткой деформировать верхнюю часть кожи. Итак, что же происходит, когда мы деформируем верхнюю часть кожи? Условно можно сказать, орган поражен токсическими элементами и не может очень хорошо работать. Сверху на нем находится грудная клетка, снизу, сзади него там расположены легкие, допустим, если это сердце, и за легкими находится массив мышечной массы. Спереди находится тоже массив мышечной массы, у женщин спереди находится еще и грудная железа. Можно ли каким-либо образом деинтоксицировать само сердце? Оказывается, можно, если напротив сердца с задней стороны от позвоночника делать мягкие похлопывания, растирания, пошкрябывания и более глубокие массажи твердым предметом. До возникновения гематомы. Что такое гематома? Гематома – это кровоизлияние, которое произошло за счет того, что вы начали продавливать или раздражать, или воздействовать на верхние части капилляров, которыми покрыта верхняя часть кожи. Таким образом, если узел есть большой, и этот узел сформирован большим накоплением токсинов, то мы берем этот узел и путем надавливания рассеиваем токсины и убираем элемент концентрации данного узла. То есть, если бы наш организм мог бы физически справиться с данным узлом, то он бы сделал это сам, без нашего ведома. Заблокировал бы у нас возможность поворачиваться в сторону этого узла и после этого бы поработал с этим узлом. Но в случае, если мы сверху увеличим рассеивание этого узла, то капилляры, которые разрываются, они как бы вытягивают вот эту кровь, которая внизу находится, и эта кровь в поверхности начинает распадаться, происходит свертываемость крови, проявляется геморрагия подкожная. После этого происходит таким образом формирование, уничтожение этих токсинов и разгружение вот этого узла, который и приводит к токсическому отравлению данного органа. Что-нибудь понимаете, что говорю? Очень удобно это делать, и я считаю, это одна из самых удивительных методик, которая позволяет человеку очень быстро привести другого человека в состоянии здорового физического тела. Итак, когда человек, откуда бы это взялось? Наша медицинская традиция обычно отрицает возможность помощи человеку при помощи физиопроцедур. Но на самом деле она немножечко заблуждается. Практически все древние книги устроены по принципу, который объясняет заболевание человека по принципу накопления токсических элементов в нашем физическом теле. Даже наша медицина не отрицает этого. Но наша медицинская традиция, к сожалению, она не убирает физиопроцедурами токсическое отравление. Она старается это все делать при помощи определенных препаратов, увеличивая процесс ферментации, влияя на гормональный статус человека. Наша медицина пытается таким образом лечить человека. И очень напрасно, ведь в древние времена в аюрведической медицине часто говорили, что вылечить человека можно при помощи рвотных процедур. Буквально недавно был человек, которого звали Олег, который приехал из Броваров. И этому Олегу ставили заболевания, остановки почек. Сейчас осенью и летом было очень много людей, которые обращались как раз вот с такой проблемой. Высокий гематокрит, и после этого ничего ему не помогает. При этом он пришел и чувствовал себя очень плохо. Я ему посоветовал процедуру рвотную, чтобы он в течение дня принимал определенные рвотные ферменты и после этого на протяжении дня 4 или 5 раз вырывал. Также была у меня такая же ситуация с женщиной, у которой пошел камень из желчного пузыря в протоке, и ей сказали, что нужно срочно ее оперировать, так как печень и желчь увеличилась в несколько раз, и человек себя чувствовал плохо. И врачи поставили диагноз колики такой и сказали, что нужно обязательно оперировать. Я ей посоветовал, в случае, если у нее такая боль, выпить
определенную смесь из соли и соды и после этого провести несколько раз рвотные процедуры. После того, когда она всего лишь один раз провела рвотные процедуры, боль утихла, и в дальнейшем ей не пришлось оперировать желчный пузырь. То же самое произошло с человеком, который применял рвотные процедуры, но у него, правда, было питье масла, я его просил, чтобы он пил масло в определенной пропорции, и после этого вставлял 2 пальца в рот и проводил рвотные процедуры. За счет этого его почки начали эффективно работать, он начал чувствовать себя лучше. Опять-таки, это не для всех подходит, а также не является панацеей, которую нужно назначать каждому человеку. Тем не менее, в определенных случаях такие аюрведические системы влияния на человека или помощи быстрой помогают человеку очень быстро избавиться от ряда заболеваний. Мы, к сожалению, давно уже утеряли традицию аюрведы, а также традицию тибетской медицины, традицию арабской медицины, в которой по сей день присутствуют компрессы, по сей день присутствуют аппликации, присутствуют пластыри, которые вытягивают из тела токсические компоненты, присутствуют обертывания, а также определенные рвотные процедуры с определенными смесями, промасливание организма и так далее. Тем не менее, очень напрасно, ведь давайте еще раз повторю, любое заболевание является элементом накопления токсических веществ в человеке. Правильно. Если они где-то накопились, то самый простой метод не сжигать их при помощи наших гормонов, а попытаться их каким-то образом, чуть ли не физиологическим образом, убрать из нашего физического тела. Это же разумно. Давайте я сегодня постараюсь показать, каким образом это делается. Итак. Когда вы начнете работать с человеком, я хочу, чтобы вы делали это правильно, если вы вдруг когда-то захотите помочь себе и окружающим. Итак, правильно это значит, какое должно быть помещение, в котором вы должны принимать человека. Первое, в помещении должно быть тепло. Второе, в помещении не должно происходить движение потоков воздуха. Это 2. Третье. Когда рядом с вами находится человек, то вы всегда должны помнить, и человек является источником инфекции, и вы являетесь человеком, который может инфицировать этого человека. Согласны? Поэтому перед тем, как вы положите человека на кушетку, постарайтесь провести дезинфекцию и дезинтоксикацию того помещения, в котором вы работаете. Помойте полы, а также стены, а также сверху шкафы, а также ту поверхность, на которой вы собираетесь принимать человека, обыкновенной водой с добавлением небольшого количества хлорида натрия или обыкновенной хлорки. Также можно добавить туда 2 столовые ложки доместоса. Также постарайтесь открыть форточку и сделать так, чтобы в помещении было свежо и очень хорошо пахло. Не возжигайте ароматические палочки и ни в коем случае не зажигайте ароматические масла. Все это является продуктом распада, и у многих людей за счет этого может происходить аллергическая реакция. Также вы должны понять, что ваши руки являются вместилищем огромного количества бактерий и микробов. Поэтому в случае, если вы собираетесь прикасаться к человеку, то вы должны обязательно предварительно помыть руки, и обязательно помыть то оборудование, с которым вы предварительно собираетесь работать. Самое лучшее, что вы можете сделать, это обработать оборудование при помощи определенных смесей, этиловым спиртом или любым другим антисептиком. Я же рекомендую наш препарат Бактасан, который сделан на основе коллоидного серебра, который поможет достаточно эффективно дезинфицировать поверхность. Вот смотрите, правильно ли это сделаю, если я его сюда положу? Наверное, неправильно. Наверное, нужна кушеточка, а на кушеточку нужна, наверное, одноразовая простыночка, или же использовать нужно вот такую системную обеззараживающую систему обеззараживания в виде вот такого препарата Бактасан. Также не забывайте, что после каждого человека, с которым вы вдруг когда-то захотите работать, вам необходимо в обязательном порядке отдых. Почему?
Дело в том, что если человек принимает одного человека за другим человеком, то к вечеру он может ощутить несвойственное ему состояние депрессии, неудовлетворения и так далее. Вот смотрите, вы же что-то энергетически отдаете человеку, значит что-то энергетически получаете. Правильно? Смотрите, когда вы разговариваете с человеком, вы создаете у него определенные вибрации ума. То есть вы говорите там о солнышке, о хороших отношениях, вы говорите о семье. Когда человек получает что-то, он должен отдавать что-то, правильно? Обычно отдают прямо противоположное тому, что мы даем. То есть вы рассказываете о своих позитивных семейных отношениях в семье, взамен будете получать невидимую вибрацию агрессивности к близким, и после того, когда с человеком отработаете, придете домой и начнете кидаться на близких. Но здесь есть один удивительный такой момент. В случае, если вы поработали с человеком и после этого хотя бы 30-40 минут отдохнули, то в этот момент у вас происходит усвоение той энергии, которую перед этим дал вам этот человек. Понятно? Поэтому я очень рекомендую не делать массажи один за другим, а если вы начнете этим заниматься, то делайте так, чтобы между первым и вторым человеком у вас происходил отдых не менее 30-40 минут. Также я очень рекомендую не использовать религиозные инструменты в ходе лечения человека, так как очень часто человек не понимает, с чем он имеет дело, а также не умеет, к сожалению, с этим работать. Поэтому не нужно зажигать свечи рядом с человеком, это небезопасно. Не нужно там воскуривать ароматические палочки, потому что во многом человек не понимает, как это работает. Очень часто, если человек зажигает ароматические палочки, то он может столкнуться с тем, что у человека появляется раздражение, возбуждение, усталость, нервные всплески, депрессивные эпизоды. И зачем это ему нужно? Правильно? Вы же не знаете, какая палочка отвечает, за какое качество возбуждения отвечает. Так палочки с розой могут отвечать за то, чтобы у человека появлялось возбуждение, там, психической деятельности. Какая-то палочка розмарина, там, чувственной деятельности. Вам же не нужно, чтобы бабушка, которая ляжет к вам на кушетку, начала плакать и переживать. Поэтому ничего не зажигайте. Правильно? Также не должны быть религиозные там, иконы в кабинете вашем, а также не должны быть какие-то... Человек пришел лечиться, я считаю, он должен получить то, что вы ему можете дать. Курс лечения. Не нужно в этот момент человеку рассказывать о том, что там нужно верить в кого-то там, и так далее, и так далее. Это его, к сожалению, не касается. Он приходит за другим. Итак, вернемся все-таки к медицине. Оказывается, при помощи вот таких нажимов и вот таких нажатий можно убирать следующие заболевания. Первое — заболевание позвоночника. Как это происходит? Мы можем... Когда в позвоночнике появляется накопление токсинов, то в каком-то месте позвоночника появляется увеличение самой позвоночной ткани. Когда происходит увеличение позвоночной ткани, она не помещается в позвоночном столбе и ущемляется в левую или в правую часть нашего тела. Если она ущемляется, это грубо говорю, если она ущемляется, то после этого наше тело пробует заблокировать место наклона в эту сторону, и появляется первый узелок. В дальнейшем вокруг него появляются внутренние глубокие узлы. Разгрузить это можно при помощи этого массажа. Смотрите, ткани щитовидной железы, они очень часто являются элементом накопления токсических ферментов очищения нашей кожи. Поэтому можно проводить массаж гуаша при помощи лопаточки и на щитовидной железе. Можно проводить массаж на поджелудочной железе с целью дезинтоксикации поджелудочной железы. Если у человека есть заболевание гиперфункции поджелудочной железы, тогда мы делаем массаж с задней части человеческого тела. Если у него есть гипофункция, мы делаем массаж в передней части тела. Смотрите, если у человека панкреатит, то тогда это замедленная работа нашей поджелудочной железы. Поэтому массаж мы делаем сверху. Если у человека сахарный диабет, мы массаж делаем сзади. Понятно? Как это? Если гипо, мы делаем вперед, а если гипер, мы делаем сзади. Увеличить функцию можно путем массажа передней части тела напротив органа. Снизить функцию можно путем массажа задней части тела.
Если у человека ишемическое заболевание сердца, то ему нужно делать массаж передней части его грудной клетки. Если у человека гипофункция, то ему нужно делать массаж задней части его физического тела. Оказывается, привести или нормализовать работу сердца при заболевании аритмии можно с легкостью в домашних условиях. Каким образом это нужно делать? Это яркие, очень глубокие постукивания себя по верхней части груди в области сердца. И это делается на вдохе. И вот после этого человек делает вот такие вот постукивания на протяжении полминуты, 30 секунд. Если у человека болит сердце, и оно болит за счет низкого давления ишемической болезни сердца, то привести человека в нормальное состояние можно вот таким простукиванием. Скажите, это легко? Вообще, это настолько легко и уникально. То есть у человека болит сердце, он сделал вдох, постукал себя в область сердца, и после этого там на неделю, на 2 недели забыл, что у него там болело. Но это же лучше, чем дать человеку там пригоршню препаратов, которыми он должен полечить ишемическое заболевание сердца. Правильно, да? Таким образом, обыкновенная стимуляция такая может человеку помочь. Итак, как же происходит влияние и каким образом это делается, я сейчас буду показывать. То же самое происходит, когда мы делаем медовый массаж. Такие же токсины накапливаются в середине нашего физического тела, и мы можем убирать эти токсины при помощи выполнения медового массажа. Каким образом делается медовый массаж? Для того, чтобы сделать медовый массаж, мы должны выбрать особенный мед. Какой особенный мед мы должны выбирать? Мед обязательно должен быть светлый и засахаренный. Не светлый и не засахаренный человеку не подходит. В тот момент, когда вы делаете массаж, нужно обязательно намазывать тело тонким слоем. И после этого делать не рваные вот такие движения, а делать движения, которые отрывают вашу ладонь, и только после этого в самом конце мягко отрываются ваши пальцы. Когда человек делает вот так, то он делает большую ошибку. Я объясню почему. В этот момент, даже если вы делаете воздействие задней части спины, вы можете потянуть всю кожу и сдвинуть орган с того места, где он закреплен. Таким образом, орган может сдвинуться с того места, где он прикреплен в середине нашего тела, и это может быть в дальнейшем изменением поворота органа или изменением его общего состояния. Так, если вы сдвинете почку, в ней может начать образовываться мочекаменное заболевание. Если вы сдвинете сердце, то это вообще может привести к травматизации человека и в дальнейшем тяжелейшим сердечным проблемам. Но, естественно, если мы сдвинем часть позвоночника, или сдвинем часть печени, или сдвинем мочевой пузырь, то это может привести к трагедии в дальнейшем. Но нашей целью является все-таки помочь человеку. Не забывайте, массаж медовый – это массаж, который делается не менее 40 минут. И он делается очень медленно. Его ни в коем случае нельзя проводить в агрессивном таком виде. Для того, чтобы его сделать, нам необходим мед засахаренный. Когда вы прикладываете этот мед к руке, то этот мед у вас растапливается. Вы его наносите тонким слоем кожи, и когда вы вводите вот так вот рукой, то ничего не происходит. Вам так кажется. В этот момент из вашей кожи, из глубинных элементов вашей кожи начинают выходить эти коллоидные соли, которые там находятся в глубине. Они начинают двигаться к вашим порам. После того, когда эта соль попадает в этот мед, то этот мед приобретает другую функцию. Когда вы намазали и начали вот так вот делать, то тогда этот мед к вашим рукам не приставал. То есть он приставал и был чистым. Когда в этом меде начинает образовываться соль и сода, которая достается из вашего тела, потому что, как правило, именно соль, сода, кальциесодержащие соединения и оксалаты являются тем, что и создают предпосылки вот этих болезненных состояний. Когда это выходит из вашей кожи, то такой мед слоями начинает приклеиваться к вашей поверхности кожи. Поняли, да? То есть массаж можно считать завершенным в случае, если делать массаж, и после этого вы увидите, как мед очищается с поверхности тела человека и пристает к вашей поверхности ладони. Поняли? Вот давайте еще раз. Я намазал мед на человека. После этого начинаю делать медовый массаж.
Мед не приклеивается к моей ладони и не отрывается от поверхности тела. Тело блестит от этого меда, и моя рука, она тоже блестит от этого меда. Когда произошел сброс токсических солей в этот мед, то этот мед начинает отслаиваться, и он начинает отслаиваться кусочками, и кожа в этом месте становится сухой и красивой. Кто-то делал массаж? Я прав? Вы видели такое? Можно. Пена то ерунда. Пена это первый признак такой, что у вас правильный процесс идет. Самое правильное, конечно, самое важное, это когда уже этот мед начал отслаиваться и начал приклеиваться к поверхности руки. В этот момент можно, вот очень часто говорят, когда нужно закончить. Когда вы начали собирать мед, и этот мед начал, вот раз отслоился мед, и вот он здесь вот таким пятном остался. Его дальше клеить сюда не нужно. Его после этого можно очистить, и это место можно дальше уже в этот день не массажировать. Там уже ничего не выделится у вас. Когда вы делаете массаж, вы, наверное, видели, в какой-то момент раз, и вот этот мед, который был на теле, он отслоился и создал такую аппликацию на руке. Ее нужно счистить, и это место не массажировать. Где же выделяется? Вы представляете, я заметил в свое время, что если человек перенес заболевание сердца, то вот такое вот выделение солей происходит на уровне сердца. Если у человека тяжелейшие заболевания гепатита, то вот такие выделения происходят у него со стороны печени. При этом ощущения медового массажа, медовый массаж людьми недооценен. Хотя я считаю, что медовый массаж это тот массаж единственный, который может убрать коксоартроз у людей, которые болеют этим заболеванием. Итак, начнем мы, наверное, сегодня с медового массажа, правильно? А для того, чтобы показать, как это делается, я кого-нибудь из вас приглашу. Кто хочет выйти? Присаживайтесь. Итак, а скажите, что нам нужно сделать для того, чтобы начать работать? Правильно. Кого? И себя, и ее. Правильно. Подружку. О, белый халат для антуража. Зачем я одену халат? Потому что я в красивой красной рубахе. И чтобы не испачкать себя и вас, на вас может одеть. Итак, как же мы можем начать работать? Я возьму стульчик и покажу, как нужно. Ой, спасибо. Я возьму стульчик и покажу, как мы можем начать работать. Оксана, а там я мед принес, можешь мне его дать? А сядьте вот так бочком, вот так боком сюда. Смотрите, у человека есть проблема, и эта проблема связана, допустим, с локтем, с плечом. Человек не может поднять плечо вверх. Почему это происходит? Дело в том, что проблема не является проблемой плеча вообще. То есть мы часто думаем, что то, что человек не может поднять плечо, это является проблемой плеча. На самом деле это не так. Это проблема нервных тканей, которые блокируются и которые воспаляются на уровне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 шейного позвонка, 1, 2 грудного позвонка. Оказывается, вся проблема локтя целиком связана с тем, что его нервные окончания идут через ключицу и только после этого проходят вот сюда, через нижнюю часть воротниковой зоны и трапециевидной мышцы, крепясь к нижней части позвоночного столба. Каким образом это происходит? Я сейчас медом намазывать не буду, а покажу принципиально работу массажиста. Итак, у меня чистые руки. Чем хорош вот этот дезинфицирующий раствор? Он хорош тем, что он мгновенно высыхает, не оставляет вообще никаких пятен на одежде, потому что состоит из водного раствора и коллоидного серебра. Когда нельзя выполнять массажи, когда приклеиваете ручки и после этого, если делаете оттягивание, то кожа оттягивается на расстоянии больше одной ладони. У старых очень-очень взрослых людей иногда такое бывает. Так вот, если вы оттянули кожу, и эта кожа имеет ширину вашей ладони или ладони этого человека, то этому человеку данный массаж в этом месте противопоказан. Но можно ли ему его делать? Можно. Но делать это нужно одной рукой. Блокируете возможность растягивания кожи и после этого делаете вокруг сустава вот такие вот движения. Итак,
намазали сустав и после этого делаем следующую грубо операцию. Мы одной рукой держим человека, а другой рукой делаем вот такие движения. Делаем их вокруг, и это должно быть у вас с задней части к передней части. И после этого второй массаж мы делаем на уровне воротниковой зоны. И делается он вот таким вот следующим образом. Понятно, да? Итак, давайте еще раз. Если у человека больной сустав плечевой, то мы делаем массаж следующим образом. Давайте сделаем, да? Посмотрим сейчас, есть у вас соли или нет у вас. У меня соли. вот тут точно. Ой, супер. У вас болит плечо это? Вот это. Ой, супер, давайте, отлично. Это ж так хорошо, что она болит так. Я на него делала ударно-волновую терапию. Ой, ударно-волновую делали. Нет, нет, сидите ровненько. Да. И не помогло, да? Почти сняло. Сейчас но всё равно посмотрим. остаточные какие-то там остались штучки, чувствую. Что боль ушла. Естественно, ушла. но- Очень часто человек думает, что очень много нужно меда намазать для того, чтобы сделать вот такой вот массаж. Это неправильно. Мед лучше подержать в руке для того, чтобы вот эти горячие частицы, твердые частицы, которые там находятся, растаяли. Вы, прежде чем начнете намазывать на человека мед, подержите его какое-то количество в руках. Еще раз хочу вам сказать, обязательно делайте предварительную дезинтоксикацию своих рук и человека, потому что и вы являетесь источником инфекции, и человек является источником инфекции. Также я хочу вас предупредить, что в случае, если у человека есть побеление верхней части кожи, что называется фиброзом, а также экземы, которые могут находиться в этом месте, большие папилломы или родинки, то старайтесь в этом месте не проводить медовые массажи, а их старайтесь обходить. Понятно? А скажите, Маленькие пожалуйста, гнойнички. в теплой водичке можно подержать чашечку с медом? Незачем. Незачем. Наоборот, он должен в руке. Хорошо. Вот смотрите, я хорошо намазал вот так, естественно, вас испачкал. Все, сидите, как вам удобно будет. Ставлю ручки свои, начинаю делать небыстрые массажные движения. Видите, какие ошибки здесь вы делаете? Вы жмете. Чего делать вообще нельзя. Вся ваша ладонь, она должна примыкать к телу. Перед началом вообще очень рекомендую просто положить руки и подождать, когда тело человека будет такой же температуры, как ваше тело. Поняли? То есть вы своими руками согрели этот участок тела. Потому что человек может переживать, нервничать, беспокоиться за что-то. Правильно? Так лучше? Да. Уже легче. Очень Видите? приятно. Вот. И начинаем делать вот такой вот массаж. Давайте засечем время, потому что обычно это не менее 20 минут, вы представляете. Но я постараюсь сейчас начать. Когда вы начинаете делать, то первое, что у вас возникает, это парадокс такой. Что я делаю? Зачем я это делаю? Зачем мне это нужно? Ничего не произойдет, ничего не получится. Хочу вам дать совет. В этот момент не думайте. Начинайте смотреть телевизор. Посадили человека спиной к окну, включили перед собой телевизор и смотрите, чтобы не думать ни о чем. Естественно, там смотреть нужно о президентах, это самая большая радость в наших сердцах. А? Клиент в это время лечится. Он должен сосредоточенно думать только о своем лечении и больше ни о чем. Понимаете, больше ни о чем. Это можно делать, как я, одновременно с двух сторон. Что же в этот момент происходит? Мышечные ткани дезинтоксицируются. Также соли, которые находятся в тканях, они тоже проходят дезинтоксикацию. Ну, вернее, они выходят из фасции кожи. Вот сейчас вот только, сколько это времени прошло? Ну, 1-2 минутки, да? Чуть-чуть Вот начинает тело схватывать это все. Это говорит о том, что достаточно чистый сустав. Потому что в случае, если сустав очень загрязненный или часть тела очень загрязненная, то так быстро это не выходит. Понятно? То есть, если оно не приклеивается 20 минут, знайте, скоро полезет конкретно. Также хочу вам сказать, что после того, когда вы делаете вот такой массаж, у человека после этого массажа на протяжении дня при тяжелых случаях могут выделяться из кожи маленькие кусочки солей. Они могут выделяться в виде прямо настоящих таких коричневых или желтых
ну вот как маленьких кубиков, Кристалликов. кристалликов, да, очень частое явление. Очень интересный эффект был с мужчиной, вот, которого должны были положить на операцию с сердцем. После проведения массажа воротниковой зоны, шейного отдела, а также на уровне сердца сзади ему делал массаж. После этого начали звонить и говорить, что после того, когда он проснулся, на простыне образовалось большое количество соли черного цвета. И говорит, это правильно, что из него прямо соль из-под кожи вылазит. Песок сыпется, да. Правильно. Вот, сейчас начинает это все. Можно это делать одной рукой. Смотрите, я делаю это не торопясь, и я практически на нее не нажимаю. Видите, здесь самое важное это терпимость. Потому что вот так, я сейчас покажу, как вы делаете. Нельзя. Вот если вы так делаете, то это вы разрываете сухожилия, разрываете мышцы и делаете человеку вред. Если вы так поделаете, допустим, на спине, то может быть обострение почечное, и потом человек может болеть из-за вас всю свою жизнь. У меня были такие клиенты, которых ну, чуть ли не парализовало после того, когда они уехали на морской курс там какой-то, кому-то. И после этого мне звонили, лежу плашмя, что делать не знаю, все тело болит, делали медовый массаж. Я говорю, не шевелись, пей меньше жидкости и все, и тебя отпустит. То есть движения такие должны быть перекатывающиеся? Движения перекатывающиеся. Сначала отрывается нижняя часть ладони, и только этого в самом конце отрывается верхняя часть. Смотрите, здесь одна особенность есть. В случае, если мы делаем это, то в тех местах, где происходит дезинтоксикация, там происходит отслаивание меда. Мы можем это замечать. Сейчас я покажу, сейчас оно начнет происходить. Вот смотрите, очень часто бывает, когда кожа впитывает мед, и тогда поверхность становится не блестящей. Вот в вашем случае это произошло. Тело хотело меда, и оно напилось. Да. Поэтому бывает, что не залипает рука вообще. не залипает, это нехорошо. Полчаса там Вот это говорит, делай, значит, ну это так вам кажется, все залипает. Я так сделаю, что все залипнет. Хорошо. Не, ну вот я когда другим вот делаю, в некоторых местах буквально чуть ли не через 15-20 минут начинает выходить вот это беловато-коричневое. Оно, когда выходит беловато-коричневое, это не показатель ничего. Нужно обязательно через 20 или там через 10 минут первой работы обязательно добавлять вторую порцию меда. Понятно? Да. В случае, если не выходит все равно, то через 20 минут там, или 10 минут добавить еще и третью порцию меда. То есть по чуть-чуть это делать. Вот смотрите, добавил немножко меда, начал процесс идти немножечко более глубинный. Накрывает сверху полотенечком там, или одеялком, а потом уже снимает. Ну, я так думаю, что это связано с тем, что человек просто не хочет работать, знаете. То есть он думает, так. Для того, чтобы убрать вот такие фурункулы, вообще сегодня, пользуясь случаем, могу рассказать, как вытянуть вообще из сустава или из середины физического тела любую гадость. Это можно сделать при помощи определенного состава. Хотите рассказать? Да. Существуют специальные методы изготовления белого пластыря, которые испокон века используют целители, знахари. Кто-то знает, как его делать? Нет? Нет. Ура! Белый пластырь можно прицепить на 20, 30, 50, 70, 90 часов. И вот что происходит. Удаляется фурункулез. Из тела, из кожи выходят токсины, причем экзема может прямо с ваточкой, ну вот вместе с этим составом слазить. Знаете, экзема, псориаз. Да, это проблема кожи. Проблема, вернее, крови, автоиммунное заболевание. Итак, и что же нужно делать в случае, если вы хотите изготовить пластырь такой? Нужно взять толстую марлю и сделать вот что. Нужно взять сало свиное, такое, которое на животе растет. Как оно называется? Внутреннее, да. Да, сетка. Нужно взять сетку, перетопить ее на малом огне, чтобы она не пережигалась и не было шкварок. Все, теперь я буду делать прямо точечно определенные места. Чтобы не было шкварок, после этого
Нужно вам ложка канифоля и ложка воска пчелиного. А где канифоль продается? Канифоль. Канифоль. А где ее покупают? Можно что паять паяльник? Да, канифоль можно что паять паяльником. Значит, никакие сливки. Вы хотели узнать, как сделать пластырь? Я вам расскажу. Берете воск, растапливаете его. Канифоль, воск Сало. и сало, да. Да, сало. Свиной жир. Растопили отдельно свиной жир. Давайте еще раз. По 1 столовой ложке взяли всех ингредиентов. Растопили воск. После этого растопили, вернее, в этот воск добавили канифоль. После этого очень долго и очень медленно на сковородочке, прямо над открытым огнем, это все топите и греете на малом огне. После того, когда канифоль полностью растворился, он растворяется в этом всем. Создается хороший запах. Вот когда хороший запах такой появился, то нужно добавить туда жир со свиньи. Когда жир со свиньи добавили, то после этого кладете несколько слоев марли и просто льете сверху на марлю ложкой и размазываете. Вот эта марля есть вот такой вот пластырь. Поняли? После этого этот пластырь отрезаете и сверху на фурункул. Если это на фурункул на 7-8 часов, то после этого снимаете, там где был фурункул, остается только розовая кожа. У нас есть очень хороший препарат, сейчас новый, покажи его. И дай мне еще... о, класс вообще. Пошло дело. Да. Смотрите, когда начало прилипать, то с каждым разом вашего прилипания у вас отрывание должно быть все медленным и медленным. Когда человек устает, он начинает от усталости делать быстрее и быстрее. Неправильно. Когда руки прилипают, наоборот, нужно начинать медленнее и медленнее и медленнее. Это процесс медленного выхода вот таких кристалликов. Смотрим на ручку. Видите, не прилипает. Вот я не смотрю сюда. Мне все равно, выделяется у нее здесь, не выделяется, вот все равно. Мне очень важно, прилипает ли здесь. Видите? То есть процесс окончания, это когда к руке прилипают кусочки. Вот когда они образовались вот у нее. Когда у Ирины образовались вот здесь вот, ну, как вы говорили, пена, это не играет значения никакого. То есть нужно работать до того момента, пока она не начнет прилипать вот сюда. Для того, что... А она будет прилипать, но попозже. Самый важный момент заключается в том, что в этот период, когда вы начинаете активно работать с плечом там, или с каким-то органом, то кожа в этом месте очень сильно разогревается. Поняли? После того, когда вы сделаете вот такой вот массаж, то в случае, если он сделан и кожа разогрелась, то вам нужно сверху намазать моим кремом, я его специально сделал, он называется массажный бальзам. В нем находится 92% концентрированной камфоры, эссенции камфоры. Она очень хорошо убирает артриты. В случае, если у человека заболевания ревматоидные, полиартрит, артриты общие, даже подагрический, то данный крем просто убирает только от того, что вы его намажете. При этом это делается так. Вечером мажете, боль не проходит. Утром встаете, ничего не болит. Понятно? То есть оно очень на ночь прогревает. Вот, смотрим. Да. Массаж через день делается 10 раз. Если у человека Сейчас я об этом поговорю. Если у человека температура, ему массаж медовый не делают. Если вы приложили руку и сустав воспален, ему такой массаж лучше не делать. Если... Нет, это дезинтоксикация в данном случае у нас происходит сустава. То есть мы пробуем из сустава достать уратные, оксалатные камни, но здесь по ходу идет просто
по ходу идет просто выделение вот этих вот солей, вот они, видите, начали образовываться на руке. То есть они маленькими кусочками отрываются. Обычно, если тяжелейшее заболевание, то происходит массированный выброс. Как в ее случае у Ирины это произошло? Смотрите, в суставе у нее сейчас токсинов нет. Потому что предварительно сделали, видимо, какую-то манипуляцию. Как это называлось? Ударно-волновую терапию провели. Но зато они находятся у нее ниже. Видите? Они находятся у нее ниже. То есть они здесь разбили, вот смотрите, здесь разбили, токсины выделились в кожу, и они начали идти вдоль каналов. Каких каналов? Вот этот канал, это канал почки. Таким образом, можно сказать, что это пошло ниже, начало воспалять локоть, и дальше пойдет к большому пальцу. Да, большому пальцу, да. Но после ударно-волновой легче стало. Легче, конечно, плечу легче, а к локтю хуже. Да, просто в этом месте был надрыв сухожилия, и он закальцинировался. Прямо видно было на УЗИ, как буквочка Т такая белая, яркая была. Вот этим ударно-волновой разбили вот эти вот кальцинаты. Но что-то там такое осталось, потому что я повторно УЗИ когда делала, там вот как тень этого осталось. То есть она не яркая. Смотрите, вот это все собирается, то есть оно собирается, и видите, на руке это все отслаивается. Ну, может быть, не очень сильно видно, так как проблема не очень большая. Но вот такие вот, если потрогать, шарики прямо, пора отдает, она здесь формирует как бы точечки в виде шариков. То есть это не мед, который потянулся, это прямо такие кругленькие шарики, точкообразные. Вот можно посмотреть, видно это? Да. Точкообразные шарики, которые выходят вот напрямую с кожи. А еще очень часто так бывает, что из пор начинает выходить кровь. Это правильно, в этом тоже ничего плохого нет. Данная кровь не создаст геморрагию, можно не бояться, но в том месте, где появляются уже вот такие кровотечения или микрокровотечения, продолжать дальше этот массаж не нужно, понятно? Все. Да. Сейчас расскажу. Там сердце, сустав, нога, колено, шея. Смешного ничего нет. Как можно это или в одном месте, или через какое-то время? Конечно же, обычно человек к нам приходит, и он не приходит с одной проблемой. Да. Он приходит в комплексе. Нужно сразу же отдать предпосылки или предпочтение, сказать, какой из этих суставов сейчас вот больше всего у вас болит, знаете. Какой сустав больше всего? Ну, естественно, можно работать со всеми последовательно. Вот смотрите, сейчас я отрабатывал с плечом, но в ходе вот работы с плечом я понял, что нужно проработать еще и нижнюю часть руки. Так как вот в нижней части руки как раз пошли в сторону локтя вот такие вот коллоидные соли, понимаете, и это нехорошо. Сейчас я это сделаю вот здесь. Видите, коллоидные соли по чуть-чуть начинают образовываться и выходить в разных местах. Естественно, чтобы кожа немножечко не растягивалась, я ее снизу фиксирую, придерживаю, чтобы не делать встряхивания всей руки. Это очень удобно и вот так правильно. Потому что когда вы дергаете, вы, получается, срываете и саму мышцу, сухожилия, к которому крепится мышца. Деформируете сустав. Нам не нужно деформировать сустав, нам важно провести дезинтоксикацию за счет вытягивания этих солей, за счет того вакуума, который произошел. Вот если сейчас внимательно посмотреть на кожу, то образовываются места, которые идеально чистые. Видите? Образовываются места, которые идеально чистые. Также в этих местах, которые идеально чистые, образовались точечки красные, как будто там очень близко подошла к поверхности кожи кровь. Вот эти места, их сейчас уже массажировать вообще не нужно. То есть нужно переходить. А через день можно, фактически, вот этого достаточно, чтобы отработать вот сегодня, знаете, и должно произойти яркое комплексное улучшение. Супер. Естественно, если давать человеку в комплексе препарат Депасалт, который убирает эти соли, и подогрин, то можно человеку ярко помочь.
Очень часто наряду с тем, что у человека появляется вот такой солевой диатез, это очень часто говорит о том, что у него очень плохо работает дисфункция почек. Есть мочеполовые инфекции. Почему они появились, вообще никто не знает. Там могут быть просто аэробные, анаэробные инфекции, мочеполовые. Очень часто вот такие мочеполовые инфекции возникают вследствие повышения кислотности двенадцатиперстного кишечника. А это происходит за счет того, что высокая кислотность желудка. А высокая кислотность желудка за счет того, что человек нервничает. А нервничает он потому, что телевизор смотрит и так далее. Вы понимаете, да? И после этого от чего я болею? От того, что телевизор смотришь. А как же найти причину? Ну, выключи телевизор, может, лучше тебе станет. Перестань переживать. Я считаю, что любое заболевание нужно начинать лечить с 3 элементов. Первое – очищение кишечника. Второе – успокоение этого человека и снижение кислотности. Понимаете? Как показала практика, вы представляете, долгое время работал с женщинами, у которых онкогруди, и не было результатов. И после этого у некоторых начал спрашивать, были ли проблемы с двенадцатиперстным кишечником. Оказалось, что практически у всех этих женщин на УЗИ показывало либо запорное проявление, либо высокую кислотность двенадцатиперстного кишечника, либо даже язву. Симптоматически это выглядело так: в раннем возрасте аппендицит, после этого там или язва двенадцатиперстного кишечника, или просто болела с правой стороны. Ну и вот это все создало предпосылки дальнейшего появления гормонального сбоя, который послужил к тому, что появились вот эти проблемы. Сначала мастопатия, а потом уже онкогруди. Убирать данное заболевание нужно путем изменения кислотности желудочно-кишечного тракта и двенадцатиперстного кишечника. Без этого бесполезно. Чем можно быстро убрать эти проблемы? Представляете, хороший способ ощелачивания кишечника – это применение обыкновенного морковного сока. А лимон? Лимона, морковного сока, грейпфрутового сока, цитрусов вот таких. Что повышает кислотность? Дрожжевые культуры. Представляете, если вы пьете пиво, то ваша кислотность увеличивается в несколько десятков раз. Вы представляете, да? Очень нравится то, что произошло. Кожа очистилась. Если потрогать вот так кожу, то она фактически в тех местах, где произошло отслоение коллоидных солей, она полностью стала чистая. Если посмотреть на руку, то можно посмотреть, на руке остались небольшие части уже свернувшегося меда, и он имеет очень часто свой определенный цвет. Итак, какие есть цвета? Если цвет зеленый, значит в суставе или в подкожном находится большое количество оксалатов. Если цвет красноватый или розоватый, это говорит о том, что есть ураты и был перенесен или накануне заболевания инфаркта сердца или заболевания инсульта. Если после инсульта делать медовые массажи человеку, то очень часто такие соли имеют розовый оттенок. Синий оттенок – заболевание гепатита, высокий билирубин или даже туберкулез. Поняли? Кто-то делал, видели синий оттенок? Фиолетово-синий. Вот если при туберкулезе делать сзади медовый массаж, я покажу, как со спиной делать, то появляется выделение вот таких солей, они приобретают фиолетовый и синий цвет. Зеленый цвет – это обыкновенные оксалаты. Обычно вокруг плечей, обычно оксалаты. Возле сердца, если делать, обычно выходят соли с желтизной. Это говорит о том, что очень большое количество калия, видимо, находится на уровне сердца. Потому что калий создает расцветку вот этих солей, более желтоватую, мочеподобную. Также, если на уровне левой стороны делать массаж, то вот такое выделение вот таких солей, оно обычно более с таким желтым цветом. А если с правой стороны делать, то более с синим, зеленым цветом. Поняли? Это оксалаты, ураты, которые из нас выходят. Бывает такое, что белое, и после этого ни во что не окрашивается. Да. Это тоже неплохо. Это говорит о том, что массаж был проведен неэффективно, и в самом конце вы очень быстро отрывали руку. Просто взбили мед. Поняли? А если сероватый такой? Ну вот, он должен быть вот такой. Видите, вот если сейчас это все собрать, то вот он имеет на руке зеленый оттенок. Вот зеленый, видите? Это зеленый, да? Да. А желтый это вот когда как книжечка такой, яркий, как йод добавили туда. То есть вот если как йод, это желтый оттенок, это калий.
А если вот зеленый такой оттенок, то это, скорее всего, уратные или оксалатные камни. В целом, если у человека есть проблемы суставов, я хочу сразу же, чтобы вы обратили внимание на его питание. Почему начинают болеть суставы? Первое, это питание, за счет которого формируются оксалаты. Никто не может мне, наверное, ответить. Ну или даже никто, наверное, не вдается в подробности, и когда человек приходит, ему делают массаж и его отпускают, ничего ему не советуя по питанию. И очень зря, так как сначала предпосылкой любого появляющегося заболевания является нарушение питания. Вся проблема людей заключается в том, что мы очень хорошо питаемся. И вся наша проблема заключается в том, что мы очень хорошо живем к радости. Проблема, которая у нас появляется в дальнейшем как коксартроз, в самом начале была обыкновенными накопленными оксалатами. Оксалаты нужно лечить при каждом заболевании, каждого воспалительного процесса, любого сустава. То есть сначала происходит формирование оксалатов, после этого там же начинают появляться кальциево-фосфорные соединения, после этого еще и уратные соединения, после этого вот такое натромбирование солей приводит вот к такому солевому тромбозу, ну я грубо говорю, и в дальнейшем к коксартрозу. Кокс закоксовалось, потому что это уже кирпич, который создан не из одного минерала, а из 4. При этом кислота спекла их между собой до состояния коксообразной солевой вот такой твердой частицы. Естественно, когда вы начинаете назначать что-то, не забудьте скорректировать питание человека. Итак, а чем же убирать? Первое, фактически все суставные боли купируются, если человека заставить пить 2 жидкости. Первая жидкость это, вернее, чай с 2 травами или 3 травами. Я советую лучше всего шишки хмеля. Они убирают предпосылки подагрического заболевания. Также они к радости мощнейшую антихолестериновую функцию имеют, а также очень быстро очищают почки от мочекаменного заболевания и песка, в случае, если у кого-то есть. При этом шишки хмеля, фермент, который выделяется за счет шишек хмеля, растворяет камни в почках и растворяет их оксалатную форму. Понятно? Шиповник и ромашка еще. Да, возьмите каждого этого фермента по 100 грамм, перемелите на кофемолке, соедините в банке. После этого заваривать необходимо обязательно в нужной пропорции. 1 стакан и сверху сыпется 1 столовая ложка. Вы высыпаете 1 столовую ложку сверху на горячий этот кипяток и закрываете сверху. Смотрите, в случае, если вы сделаете наоборот, то ничего не произойдет. Объясню почему. Когда сверху насыпают на траву, то она не выдает ничего, а сворачивается. В травке или вот в этой смеси из травы те элементы, сапонины, которые должны отдать вот эти ферменты, они сворачиваются, капсулируются. Они как бы, я даже не знаю, как объяснить, как смола или вот как воск на холоде, они скручиваются и после этого не вступают в реакцию с водой. А если вы высыпаете сверху на воду, то тогда они вступают в реакцию, и в тот момент, когда они вступили в реакцию, они забирают воду и отдают свой жир, вот этот, ну, сапонины. И тогда они начинают медленно падать в этой воде, после того, когда они заварились. Вот все, что сверху остается плавать, можно собрать и выбросить. Почему? Это жир, содержащий препарат, который есть в виде жиров в самом этом соцветии или траве, и он уже не будет растворяться в воде. Все водорастворимые, они растворились и упали. Поэтому не делайте так, что сначала насыпали, а потом горячей водой залили. Так не будет работать. Нужно залить горячей водой и сверху насыпать действующее вещество. Насколько горячей должна быть вода? Кипяток. Прямо закипела Кипяток, и... да. 2 раза принимать, 2 раза. Утром и вечером по стакану. Пусть человек пьет как чай, да. Второе, что должен учесть человек. Фактически, если он дальше начинает продолжать препарат, дальше начинает продолжать продукты, которые увеличивают ураты, оксалаты, то ему бесполезно лечиться. Какие это продукты? Давайте я расскажу. Итак. Майонез. Почему? В майонезе находится сода, она нам не нужна. Минеральная вода.
она не нужна вообще. То есть человека с проблемами суставов минеральная вода не должна быть в рационе питания. Вода с углекислым газом не подходит, приводит к закислению крови. Углекислый газ приводит к закислению крови, что производит к формированию высокого содержания липопротеидов высокой плотности. Появляется за счет этого холестерин, начинает плохо влиять на процесс работы почек. Сладости в любом виде, так как гликолиз гемоглобина приводит к тому, что появляется токсическое отравление селезенки почек, ухудшается гомеостаз, почки от этого страдают, начинают сбрасывать соли. Остеопорозные препараты, кальций нельзя принимать. Почему у человека остеопороз и почему во время остеопороза нельзя принимать кальций? Остеопороз – это следствие заболеваний почек, следствие заболеваний почек камней в почках. Я начал исследовать людей, у которых есть остеопороз, и заметил, что у этих людей, у всех практически есть камни в почках. Таким образом, организм не может усваивать кальций, потому что для того, чтобы его усваивать, у него есть выбор: либо сохранить почки, либо разрушить кости. Организм устроен так, что на первое место он ставит важные жизненные органы. Он считает, что почки важнее, чем опорно-двигательная система. Не ко мне претензий. Естественно, если у человека остеопороз, и мы начнем ему давать кальций, то этот кальций будет ухудшать состояние почек, и количество увеличенных камней будет увеличиваться во много раз. Точно так же, как человеку с камнями в желчном пузыре давать кальций, что может и увеличить камни в желчном пузыре в том числе. Понимаете? Поэтому это все и сбрасывается к нам в суставы. После этого, смотрите, в суставах у человека камни грубо образовались, а здесь вот костная система остеопорозная. И после этого остеопорозная, потому что у него камни в почках. Никто не обращает внимания на то, что у него камни в почках, потому что этим занимается ревматолог, а этим занимается нефролог. И он говорит: да вам же надо кальций, боже ж мой. Да. Вам же нужен кальций. Человек начинает принимать кальций, и у него почки перестают работать. И он приходит к нефрологу и говорит: не знаю почему, но, по-моему, почку уже нужно удалить. Вот, нужно почку срочно удалить. Что пить? Пейте боржоми, значит, да. Да, поздно пить боржоми, когда камни образовались уже. А боржоми, как мы знаем, не нужно пить. Почему? Первое, там большое количество солей. Второе, большое количество углекислоты. Представляете? А что же можно? Мед можно. А что, мед хочется, ешьте. Вы очень хорошо относитесь к меду. Очень. А зря. Да. В целом для человека равносильно принятие что меда, что сахарозаменителя, что обыкновенного сахара. Просто что сахарозаменитель имеет фруктозу, что мед имеет фруктозу. Просто в самом меде уже нет цветочной пыльцы. И сказать о том, что мед он такой безопасный для нашего организма, это значит наврать. На самом деле человеку действительно можно кушать мед как лакомство, намазывая там на белый хлеб. Мед назначают человеку в случае, если там слабый иммунитет, и там заболевания туберкулеза, автоиммунных заболеваний. И даже заболевания желчного пузыря, потому что считается, что мед, растворенный в воде, в холодной, может помочь человеку избавиться от камней в желчном пузыре. Но в случае, если вы выпиваете такой мед, и после этого у вас нет прослабляющего эффекта, значит, вам такой мед кушать не нужно. Если человек растворяет мед в воде и выпивает его, это сильнейший удар в вашу поджелудочную железу, нокаут. После этого она у вас будет так тяжело себя чувствовать, как будто там забили штырь какой-то. Яблочный сок и мед, растворенный в воде, очень плохо действуют на поджелудочную железу. А поджелудочная железа и почки – это слабые органы нашей сегодняшней действительности. Понимаете? Почему плохие у нас зубы? Зубы плохие, потому что высокая кислотность ЖКТ. Почему высокая кислотность ЖКТ? Потому что мы кушаем пищу, которая генетически модифицированная. Почему она генетически модифицированная? Взяли яблочко, в геном яблочка вкололи геном жука колорадского. После этого это яблочко стало чем? Оно уже у нас и не животное, и не растение. Наш организм раньше яблочко съедал и выделял что? Выделял трипсин, или там выделял кислоту, или выделял ферменты поджелудочные, и после этого яблочко это растворял. Сейчас он кушает яблочко и думает, что это белок.
А белок нужно растворять соляной кислотой. А когда соляная кислота попадает на сахара, то происходит слипание и воспламенение сахаров, и они превращаются в карамель. Такая карамель начинает двигаться в перистальтике кишечника и затрудняет перистальтику, образовываются мертвые зоны. В этих мертвых зонах нужно что добавить? Естественно, бактерии нужно добавить. Что мы с успехом и делаем, когда покупаем бактерии в магазине и аптеке. И после этого наши бактерии, их нет, зато есть мертвые зоны карамелей в кишечнике, в которых живут бактерии и глисты. После этого на это все смотришь и говоришь, надо же, и при этом мы еще умудряемся долго жить. Обалдеть, что это с нами? Нас все-таки любит Бог. Естественно, что нужно назначить человеку и чем его нужно лечить? Целиком специальная диета, и эта диета должна быть как у людей, которые болеют подагрой. То есть диета при подагре. Если у вас больные суставы, начинайте питаться как при подагре. Понятно? А как при подагре, это значит мясо только вареное, майонез, отсутствующий майонез, отсутствие колбасы, отсутствие жареного мяса, отсутствие вообще в априори жареного по возможности, отсутствие алкоголя в обязательном порядке. А можно ли безалкогольное пиво? Нет, конечно же, нельзя. Посидите. Ой, что ты звонишь? Сейчас, после того, когда я помогу и вытру кожу, то я должен потрогать данный сустав. Если сустав у меня будет разгоряченный и будет ощущение воспаления, вот смотрите, при правильно сделанном массаже, если вы правильно сделали, то в тех местах, где вы не доработали, мед тяжело убирается. А в тех местах, где вы хорошо проработали, мед убрался практически мгновенно. Все, рука чистая, сухая. Сейчас я поуберу. Рука чистая, сухая. Ну вот интересно, бывает еще такой вопрос. Посидите, сейчас. Вот смотрите, я сейчас должен потрогать ее сустав. Если сустав у нее холодный, я должен его подогреть. Вот таким массажным бальзамом, который называется у нас согревающий массажный бальзам. Он очень согревает. Я сейчас намажу, ощущение такое создается, как будто сюда приложили кипятильник. То есть он очень согревает. Он согревает смесями, которые в нем находятся, камфорных спиртов, определенных и специальным спиртами эвкалипта, камфорным спиртом и там определенными прогревающими суспензиями на основе трав. Если бы сустав у меня был очень горячим, то тогда нужно было бы использовать другой состав, он называется золотой бальзам Дуйко. Когда вы покупаете звездочку и нюхаете, вам кажется, что пахнет звездочкой. Вы говорите, как много трав. Вы ошибаетесь, это обыкновенная корица. Вы ее, там корица и ментол. Вы просто его ощущаете как бальзам звездочка, а это на самом деле корица и ментол. Я его изготовил по-другому, здесь не бальзам звездочка. Он имеет вот этот вот бальзам очень мощное охлаждающее свойство. Когда использовать горячие крема и когда холодные. Смотрите, если сустав холодный после массажа, его нужно подогреть. Если сустав горячий очень сильно, его нужно охладить. В этом составе, который охлаждает, находится яд кобры, а также яд змеи гюрзы, а также здесь находится подмор пчелиный и прополис, прополиус. Также в нем находится, хотите скажу, что в нем находится? Это же сегодня вам можно это попродавать. Раз вы уже пришли. Ага. Ментол кристаллический, камфорное масло, камфорный спил, мятное масло, мятный спирт, эвкалиптовое масло, гвоздичное масло, коричневое масло, сухой яд кобры, салициловая кислота, витамин Е, витамин А, депантенол, никотиновая кислота, воск пчелиный, кокосовое масло, фолиевая кислота, масло алоэ вера. А, классно. А здесь я сейчас прочитаю, что... А здесь находится вазелин, но это вам не надо, лексотанол, это такое действующее вещество, ментолоэкстракт, кофеиновый экстракт, камфороэкстракт, квасцы алюминия кисловые, борная кислота, никотиновая кислота, аскорбиновая кислота, аромамасло, розмарин. Если их нюхать, это вкуснее пахнет. Вот сейчас я вас им и намажу. Сладкая.
то горькое это горячее, да, а сладкое это холодное. Вот сейчас я этим маселком разотру вас, вот так, и сделаем сейчас массаж гуаша воротниковой зоны. Массаж гуаша воротниковой зоны мы будем делать тоже в сидячем положении. Сейчас я покажу, как это поделать. Ой, я еще хотела спросить, человек, который перенес инсульт, на какую область тела ему лучше делать Сейчас расскажу, массаж? сейчас расскажу. Все, с этим понятно. И сейчас переходим к массажу гуаша воротниковой зоны. Это еще интереснее. Перед массажем гуаша обязательно нужно использовать горячие прогревающие масла. Горячие прогревающие масла заставляют приходить к верхней части тела к кровоснабжению. Поняли? При массаже гуаша очень важно как можно сильнее усилить кровоснабжение. Каким образом это делается? Первое. Сначала происходит натирание горячими маслами. Горячее масло — это бальзам, согревающий бальзам София Лайн. Вот он вот так выглядит. Я вам скажу так. Не знаю после чего, возможно после моря, но приехал домой и начал болеть сустав на руке. И с левой, и с правой стороны. Серьезно. Мазал кобриным ядом, и там пчелиным ядом, и там чем только не мазал. Так вот после того... Сидите ровненько, чего вы? Сидите ровненько. И кобриным, и пчелиным ядом, чем только не мазал, ничего не помогало. Помазал своим кремом, за 2 вечера полностью прошли суставные боли. При этом моя любимая теща Светлана привезла из Трусковца какие-то местные там крема, ими мазал, нет такого эффекта. После этого она их отложила, взяла этот, говорит, этот нравится больше. Все, помазали и не болят суставы, говорю серьезно. Я старался сделать его таким, чтобы одновременно убрать и оксалатные, и уратные, и как-то, знаете, улучшить микроциркуляцию общую. Скажу вам, ну вот по-точному, сами вот эти вот мази, которые сделаны, они уникальны, то есть они без повторения. Дело в том, что на первое место ставилось все-таки помочь человеку, а не заработать деньги. Поэтому и такие сложные составы, вы представляете. Тем не менее, получилось очень неплохо. Есть ощущение нагревания, да? Оно очень хорошо разогревает. Когда вы разогрели и потрогали, и кожа стала горячая, начните вот с чего. Сначала нужно делать тонкие пошкрябывающие движения. Я дома, ну или если вы будете делать, в этом случае начинайте с пошкрябывания вилочкой обыкновенной. Нужно взять вилочку обыкновенную дома, не протыкать, даже если это ваша любимая женщина, или там любимый мужчина, или ненавистный, а делайте мягкие вот такие шкрябающие движения. Откуда вы? Делайте это от позвоночника и к внешней поверхности тела. Вот таким образом, видите? Я ее просто ногтями пошкрябаю, хотя у меня их нет. Такое ощущение, что такое чувствуется? Да чувствуется, знаете. Это же ногти. Если вы будете покупать лопаточки, вы увидите, лопаточки есть 3 элементов. Первые тоненькие лопаточки, похожие на расчески. Так вот, их начинают применять после растирания. Сначала растерли, потом немножечко, буквально, не до углубления, не до царапин, а немножко пошкрябали. Это увеличит общий приток крови. После этого взяли более широкие такие тоненькие шкрябалочки. Я это сделаю вот так вот, просто повожу обыкновенным пальчиком. А вам можно купить лопаточку или взять ложечку столовую и вот боковой части столовой ложки немножечко поделать вот такие вот продавливания. До возникновения вот таких вот первых полосочек. И после этого только нужно переходить к использованию лопатки. Сейчас я ее найду. Вилочку и ложечку можно дома. Если это рядом там человек опасный, свекруха, допустим, там, или теща, то тогда лучше серебро. Потому что иначе не возьмет. Андрей Андреевич, а вот говорят, что для гуаша, для разных частей тела нужны Обманывают. Обманывают. Я вам говорю, гуаша, оно идет только в 3 вида скребков. Первый — расчесочка. Зачем? Ей начинают.
То есть нужно увеличить приход микроциркуляции к верхней поверхности кожи. Как мы это делаем? Сначала крем. Крем обязательно должен быть с большим количеством камфоры. Здесь очень важно. Вот если сейчас положить ручку вот сюда, то она горит сильнее, чем положить ручку вот сюда. Хотите попробовать? Подойдите, попробуйте. Можно тебя потрогать, Ира? Вот смотрите, приложите руку вот сюда и приложите руку рядом. Разница имеется. После этого более тонкими расчесочками или же верхней частью вот этого приспособления. Видите? То есть я ей сделаю небольшие продавливания. Смотрите, делать их можно только от позвоночника. Видите? Вы видите, я не надавливаю. Не надавливаю. Сколько это нужно делать? Ну хотя бы 2-3 минуты. Понятно? Довольно приятно. Здесь очень важно не делать больно человеку. Вообще, если во время массажа вы сделали человеку больно, вы сделали неправильно. Потому что синяки останутся и так. А сделать так, чтобы там остались гематомы и синяки, много ума не нужно. Я даже покажу, как сделать эти гематомы ей сегодня. Ужас какой. И при этом она это и не почувствует, знаете. При этом она и не почувствует. Я попробую сейчас найти этот нерв, который у нее есть, который идет от плеча. И он вот здесь у нее находится. Вот я его здесь чувствую, вот он здесь идет, да? Да. То есть, Так не сильно реагирует. ну, сильно. Я сейчас могу так надавить, что аж в голову стрельнет. То есть он здесь идет, и вот его ущемление находится вот в этом отделе. Видите, его условно можно вот так обрисовать. Вот, ее плечо болит, а сам нерв, вот он, вот здесь вот находится. Я его здесь чувствую. Он как струна. То есть он воспаленный, плотный, как струна образуется. Рука, она, ну, много компьютером занимается. Понятно. Может быть, связано с Ну, не знаю, это скорее всего вот как раз с солевым диатезом связано. Нашей идеей, нашей целью является сделать дезинтоксикацию этого нерва. Что мы сделаем? Мы можем поделать вот такой массаж медовый, чего сейчас делать не будем. Но мы постараемся сегодня не делать медовый массаж, мы сделаем палочкой гуаша массаж этой области. Поэтому мы уже выяснили, где это находится. Сделаем здесь смазывание и сделаем пошкрябывание небольшое. Так что извините. Продавим немножко вот так. Если у человека есть натянутый нерв, то мы должны во время массажа зафиксировать руку следующим образом, так, чтобы она лежала у нас на какой-либо поверхности и была расслаблена, чтобы сам нерв не натягивался. Поэтому давайте я вас посажу вот так бочком, и вы положите руку вот так сюда. Вот так еще чуть-чуть. О, так удобнее. И начну делать массажик. Как он делается? Я начинаю вот эту область достаточно активно, но не сильно, вот так массажировать, видите? Делаю вот так, вычерпывание от позвоночника. И под углом. Смотрите, я делаю раз и вычерпнул. Вот так вот раз и вычерпнул. Я делаю первые движения очень мягкими. Очень мягкими. Не больно, Ир? Нет, а чувствуется просто, как идет вот в локоть, Ну до да. локтя дошло, да? Да. Андрей Андреевич, А. мне делали сеанс полностью на всю спину. Вот Я сейчас внизу покажу. держалось Я сейчас покажу. Все черное. Это говорит О правильном- загрязненности? Это говорит о том, что очень сильно надавили. А делали больно или нет? Если не больно, значит сделали правильно. Да, правильно. А вообще гуаша, хорошая гуаша считается, когда у человека появилась гематома черного цвета, и на следующий день от этого места начинает пахнуть тухлым. Почему пахнет тухлым? Потому что происходит распад гемоглобина, который произошел вследствие вытягивания токсинов, которые находятся в середине физического тела. Поняли? Но делать это нужно постепенно, мягко. Сидите ровненько, все хорошо. Надо делать это постепенно, мягко. У нас есть такая певица, которая поехала в Китай. И она должна была вечером выступать. Или, ну, очень знаменитая, не могу сказать, сейчас записываем. Значит, она приехала в Китай, и вечером в одном из отелей она должна была провести, ну, собрали люди билеты, и русские иммигранты пришли специально на нее. Очень знаменитая.
которая поет про кабриолеты. Я не скажу, кто. Они все поют, но не скажу, кто. И она ходила там по городу, это было в Гуанчжоу, она ходила по городу и в городе увидела омолаживающий массаж гуаша для лица. И она пришла и говорит: сделайте гуаша мне. Он говорит: сделаю. Она говорит: а он омолаживает, говорит: очень. После этого зашла, и он ее через час отпустил. Но она, естественно, себя в зеркало не видела. Когда она пришла в отель, ее сначала не хотели пропускать. А когда она зашла, увидела, что у нее лицо было похоже на большую синюю подушку с большой гематомой такой. То есть 2 черных синяка под глазами, на лбу, за ушами, горло как будто кто-то душил. Естественно, концерт отменили. А самое болезненное в этом всем, что вот такая гематома от гуаша, она сходит с человека на протяжении только там 4, 5, 6 недель. Вы представляете? Ну, 1,5 месяца. Поэтому концерты все были закончены, артистка уехала к себе обратно в Нью-Йорк. Смотрите, вот здесь вот идет этот нерв, поэтому я здесь его массажирую тоже. Как бы вычерпывание, видите, я делаю вычерпывание. Оно делается все безболезненно, безболезненно делается. Но лучше вот даже, допустим, если человек жалуется, что у него там суставные боли с одной стороны, лучше все равно сделать с 2 сторон. Да? Смотрите, я делаю это еще и по мере движения мышцы или крепления трапециевидной мышцы. То есть вычерпывание от позвоночника происходит. Намажу еще кремом. Смотрите, если вы не будете подогревать дополнительно, то процесс ваших движений бесполезный. Поэтому нужно обязательно делать вот такие вот прогревающие, ну как бы останавливаться и на какое-то время делать вот такие прогревающие массажики. Прогрели хорошо, вот царапнули несколько раз вилочкой. Или можно использовать гребешок или расчесочку. Пластмассовый. Не обязательно использовать даже такую лопатку, можно использовать ложку. Просто здесь очень важно, еще раз хочу сказать, очень важно не давить. Потому что если мы начнем давить, то сразу же гематомы, и это процесс как бы упакования и забивания токсинов еще глубже. Здесь, если передавить, сразу же появится синяя гематома. Очень часто приходят, берут острый предмет или твердый металлический, им понадавливали, человек даже не ощущает. И после этого появляется черное. И это черное не является гуаша. Потому что при гуаша человек не особо ощущает это все, и после этого появляются вот системные такие лопания капилляров на поверхности. Если сейчас рассмотреть кожу, то вот у нее есть пятнышки системных лопаний капилляров, видите? То есть вот если вот сейчас, здесь очень интересные есть диагностики. Если водить пальцем и водить по верхней части кожи вот таким образом, то в том случае, где формируются многоузловые такие соединения, как будто подкожно много шариков. Вот где вот эти соединения, это говорит о том, что там есть тромбируемость токсических элементов в более большом количестве, чем в том месте, где вот таких вот шариков не возникает. Если шарики твердые и собираются прямо в такие узелки, то такие места нужно прямо очень активно и достаточно долго прорабатывать. Понятно? А сколько вообще рекомендовано? Ну вот сейчас с вами нужно будет поработать, хотя бы 15 минут. Здесь есть такая выемка, мы сейчас к спине и к животу еще дойдем. Есть выемка такая. Зачем она делается? Можно делать массажик еще и вот так вдоль позвоночника, видите? То есть я вожу вдоль позвоночника, а позвонки не цепляются, потому что здесь есть вот такая выемка. Вот такую лопатку, она очень недорогая, до 200 гривен, до 10-15 долларов можно приобрести в любом магазине эзотерических товаров. Вообще. Не нужно придумывать что-то, она должна быть гладкая, ее можно заказать там у тех людей, которые там делают из камней. Лучше всего делать из материала такого, который теплый, а не холодный. Говорят, что очень хорошие лопатки из нефрита, на самом деле это не так. Потому что самые лучшие лопатки делаются из янтаря и делаются из, я не знаю, сколько это будет стоить, и делается это из рога буйвола.
Он теплый, он от руки нагревается, поняли? А нефрит, он все время холодный, как бы ты его ни держал, он все равно охлаждается. А сутью данного массажа является все-таки улучшение работы, ну и прогревание верхних фаз. Деревянной можно, если она толстенькая такая, из сального дерева. В аюрведе для массажа используют сальное дерево. Это такое дерево, не знаю, почему они называют его так. Из него храмы делают. Это особый сорт породы, такой черной древесины. Сам включай кондиционер. Очень жарко. Не сдует нас, мы сделаем не сильно. С другой стороны, в этот же раз делать? Да, да, да. О, выключай. Все, нельзя. Все, горячий крем нанесли. Здесь фишка. Если на человека нанести горячий крем, то после этого, если на улице холодно, то ему менее чем 2 или 3 часа нужно находиться в горячем помещении. Потому что если человека разгорячить и после этого его выйти на улицу, то он сразу же переохлаждается. Сразу же. Никогда утром, в осенние часы, когда холодно, и зимой утром не принимайте душ. Потому что вы будете болеть все время. Понятно? Тибетцы считали так, что человек, если на улице жарко, должен купаться в горячем душе. А если на улице холодно, должен купаться в холодном. Вопрос, почему? Потому что холод заставляет выделяться желчь, которая согревает тело. А горячий душ выделяет в человеческом теле инсулин, и за счет инсулина человеку становится холоднее. Вот эти самые рекомендации особо такие принятые, там по телевизору везде говорили вот в жару, что если человек получил тепловой удар, ему нужно прикладывать холодные компрессы на эти самые подколенки, там, на... Вы представляете, самое лучшее убирание теплового удара, ну это, конечно, не на камеру, знаете, это просто человека обмазать мочой. Самая лучшая рекомендация. Вот если водой эффекта такого не происходит, если мочой эффект происходит мгновенно, лучше становится тут же. Ну, по возможности все тело. Когда у меня люди на морском курсе начинали обжигать тело или обжигать кожу, то начинали... Вот смотрите, мы прошли как раз тот момент, когда массаж гуаша уже привел к разогреванию мышцы. И здесь можно работать теперь более активно. То есть я делаю надавливания более активными. Видите, я их делаю более активными, более... Не больно? Да, я их делаю от позвоночника. Когда у меня на морском курсе ребята получали ожоги и приходили домой, я им обычно говорил: покупайтесь в горячей воде. Мне говорили, что с ума сошел, что ли. И после этого говорю: серьезно, вот искупайтесь в горячей воде, и у вас кожа не слезет. Знаете, тех, кто купался, верил, у того не слазила кожа. Да? Да никаким маслом. Любое, как вы не можете понять, любое масло, наносимое на физическое тело, увеличивает элемент теплового удара. Тело же не дышит. Так у нас пот выделяется, а вы маслом что делаете? Капсулируете возможность дыхания вашего тела и только ухудшаете. А масло любое, оно является призмой, через которую наше тело получает наоборот этот тепловой удар. Вообще хочу дать совет: никогда не загорайте с кремами вообще. Они вообще не нужны. Это вообще ход, придумки, которые не работают с человеком совершенно. А как быть с маленькими детьми, которых не хочешь обжечь? Так вот, вы их с маленькими детьми делается так. Приходите с 7 до 10 утра на море и уходите с него. А так мамочка хочет пить пиво, при этом загорать, и чтобы ребенок не обжегся. И ребенок в итоге обжигается, хоть она его мажет или хоть не мажет. Наша голова так устроена, что в случае, если повышается температура в голове, увеличивается сознание. Вы знаете, сейчас сумасшедшие радиационные бури
и сумасшедшие температуры. Вы знаете, за счет этого люди умнеют. Я говорю это Например, серьезно. когда очень жарко, я наоборот начинаю хуже соображать, у меня мозг плавится просто. Ну, поумнели это не то, конечно, слово. Мозг начинает работать быстрее, наверное, создает много идей, или наоборот, много идей, как себя разрушить и так далее. Теперь будем кусочком палочки гуаша вас. Ничего страшного, у меня еще есть. Вот, теперь если наклониться, вот опустите ручку, теперь если наклониться, видите, то видны вот такие вот яркие потеки. Вот этого на первый раз достаточно. Нельзя, чтобы от вас человек уходил и у него было сверху черное или синее. Поняли? Почему? Если вы уходите и у вас черное и синее, то тогда процесс правильный не произошел. Понятно? Нельзя так давить, чтобы там были гематомы черного цвета. Потеки должны быть волнообразные, на ощупь кожа должна быть очень прогретая. При вот глубоком как бы продавливании ощущение полной эластичности должно происходить, без вот таких вот узелков. Понятно? Если у вас здесь остались черные кровоподтеки, делать этого нельзя. Черные кровоподтеки должны произойти у нее послезавтра, когда она второй раз, допустим, придет, и я сделаю ей повторно. Тогда на месте сегодняшних вот этих кровоподтеков появится больший приток крови, и тогда появится вторичное образование. Если сейчас сделать вот продавливание и очень сильные такие углубленные гематомы, то в дальнейшем это не только не улучшит состояние, а загонит это заболевание глубоко в середину органа. Понятно? А теперь секреты. В случае, если вы делаете массаж гуаша вдоль позвоночника, то здесь есть секреты. Оказывается, если у человека высокое давление, то все движения вдоль позвоночника должны идти веерообразно вниз. Если у человека низкое давление, то все движения должны идти вверх. Понятно? Если у человека сбой ритма сердца, то мы делаем обычно вот такие похлопывания. Ничего, что я так делаю. Мы делаем вот такие похлопывания. Это стимулирует сердце, сжимает его до конца. И таким образом можно убрать даже застои тромбозов тканей сердца. Вы представляете? Если у человека туберкулез, я рекомендую делать медовый массаж вдоль его легких. Делается это следующим образом. Если у него туберкулез, то массаж делается снизу вверх. Если у него пневмония, воспаление легких, то делается сверху вниз. Понятно, да? Если у человека заболевание сердца, медовый массаж делают двумя руками с левой стороны. Ну, я с правой показываю, вообще с левой. Двумя руками с левой стороны. Если заболевание гепатит, то делают двумя руками с правой стороны на уровне груди верхней части. А если у нее заболевание почек, тогда поясничный отдел и крестцовый отдел. Понятно? Как же убирается... Я сейчас расскажу. Итак, давайте еще раз. Если у человека высокое давление, то массаж гуаша делается с движением лопаточки сверху вниз. А также, вот смотрите, если у нее внутричерепное давление высокое, то массаж вот такой нельзя делать. Можно только вот так делать. Да. Можно ли вести лопаточкой между позвонками? Можно, безопасно. Вы ничего не нарушите, ничего не сделаете, разрушений никаких не произойдет. Не стоит относиться к нашему позвоночнику, как будто это хрустальная чашечка. Там такого ничего нет. Его очень сложно поломать. Позвоночник очень серьезный механизм, достаточно твердый, из твердых тканей и так далее. То есть, если вы думаете, что пальчиком, там, продавливанием, еще чем-то можно что-то сделать, ошибаетесь. Это нужно уже так покрутить человека под собственным весом и надавить, чтобы там что-то поломать. Но все равно советую сильно не давить. Не умеешь, лучше вообще не лезь. Итак, здесь массажи делаются гуаша сверху вниз, если у человека высокое внутричерепное давление. Большое количество нервных состояний, психические отклонения, беспокойство. Массаж делается сверху вниз. Если у человека как-то притормаживает, не может сосредоточиться, вздыхает все время, там, тоска у него, грусть, печаль, тогда лучше снизу вверх.
40 минут не менее делается. Как делается массаж, покажу сейчас. То есть сначала вы знаете, что нужно делать. Намазали, допустим, человека маслом, вот этим согревающим. После этого взяли остреньким или даже ногтями и поводили до момента появления первых царапинок. Подождали, царапинки стали красные, еще раз сделали вот такое прогревание. После этого немножечко широким, то есть не широкой частью, а немножечко широкой, ну буквально там ложкой, да, поводили очень качественно. Смотри, здесь находится у нас лопатка. По лопатке вот так водить нельзя. Здесь движения делаются вот так, а вдоль лопатки делаются вот так. Видите? Вот так по лопатке водить не нужно, делаются вот такие движения. От позвоночника движения вниз делаются, там, где есть у нас поясница, движения делаются от позвоночника, движения делаются в районе крестцового отдела вниз и с правой стороны. Да, движения делаются вот так вот в эту сторону и в эту сторону. Веером. Да, веером. А еще? При коксартрозе бедра дезинтоксикацию гуаша не нужно делать. Нужно делать медовый массаж. Медовый массаж делается следующим образом. Давайте я покажу. Медовый массаж делается следующим образом. Обязательно вот на вот этой части бедра. На вот этой вот жировой складке. Обязательно. Вот эта жировая складка, она и создает потом этот коксартроз. Вы представляете, все заболевания поясницы, все заболевания тазобедренной кости, вот эта складка. Вот если ее не будет, то тогда не будет этих болей. Бесполезно здесь работать, если вы здесь не будете работать. Первый день человеку делаете здесь, он ничего не ощущает. Но если вы каждый день ему сделаете здесь, а вот это не отработаете, то тогда вот здесь процесс, 5-10 недель человеку будет хорошо, потом будет возвращаться. Обязательно вот эту боковую складку массажировать. В ней больше всего солей. Она больше всего накапливает. Итак, намазали вот так вот целиком бедро, и вот двумя руками делаете вот такой вот массаж. После этого делаете массаж еще и левой части ягодицы. Поняли, да, грушевидную форму. И все, делается это на протяжении не менее часа. Обычно, если человек не может встать на голову, то купирует боль за один сеанс. То есть человек от вас должен встать и сказать: надо же, так приятно, вот вообще хорошо. У нас на морском курсе были такие ребята, которые: и все, не могу, и встать не могу, и стоять не могу, и идти не могу, дышать не могу. Сколько я работал там максимально? Минут 40, да. Минут 40, и человек вставал, и: ой, ты, что это такое, супер вообще, я живу. Но зато количество выходящих солей вот из этих мест было невероятным. Просто если не разогреть, если соли не достать, то после этого, когда мы просто массажируем, то происходит протыкание и порезы солей, они режут и нервные ткани, и деформируют нервные окончания, и в дальнейшем из-за этого начинаются вот такие вот проблемы. Сейчас давайте спросим, поднимайте руку, лучше с рукой вообще? Да. А? А локоть? Чуть-чуть лучше локоть? Да, лучше. Во. А завтра нужно спросить, вообще лучше стало или нет. Только вот при этом движении, вот это движение у меня обычно вызывает какой-то дискомфорт. Хорошо. Все, ой, садитесь туда, садитесь туда. Там забрали вас. Нет, во время гуаша сауну не делают. А самому себе не сделаете самому себе. Я могу вот с уверенностью сказать, что почему-то массаж самому себе не имеет нужного воздействия. А также, когда человек делает сам себе массаж, он устает быстрее и как-то теряется смысл. Вся проблема того человека, который начинает делать массаж, в том, что он не верит в том, что эффект будет. Вы не должны не верить, не верить, просто намазали, начинаете это делать, и вы увидите, эффект будет всегда. Как показал опыт, медовый массаж один из самых эффективных. Если болит сустав, намазали на сустав и прямо по суставу делаете вот такой массаж. Можно ли проводить массаж гуаша и медовые массажи на брюшной полости? Можно.
Медовый массаж брюшной полости сегодня рассказывать вам не буду, но хотел бы завершить свою беседу разговором о массаже гуаша живота. Что можно убрать этим массажем? Первое. Можно нормализовать работу кишечника, толстого и тонкого. Можно ли каким-то образом повлиять на это? И можно ли и какие заболевания прежде всего уходят? Итак, рекомендую делать массаж гуаша брюшной полости при заболеваниях эндометриоз матки, фолликулярная киста яичника. Вообще очень эффективно помогает, очень быстро восстанавливает работу. Медовый массаж напротив почек сзади рекомендую при дисфункции почек. Почки массажем гуаша не особо помогает, то есть не особо убирается. Хотя пробовать можно. Итак, а что же можно делать? Если кишечник холодный и стоит, то намазывать нужно горячим маслом. Поняли? Если у вас кишечник горячий, то есть есть такие люди, прикладываешь к животу, он аж горит, этот кишечник, то масло нужно использовать холодное. Холодное масло, золотой бальзам, горячее масло, бальзам массажный. Итак, если кишечник горячий, то тогда нужно использовать холодный бальзам для того, чтобы его остудить. Итак, что же нужно делать? Первое, что нужно делать, мы начинаем точно так же разогревать наш кишечник. Просто от пупка это все начинается. Куда намазывать масло? Масло намазывается от пупка, включая внутреннюю часть пупка. Если человек худой, то можно сделать процесс его поправления. Каким образом? Я не знаю, надо вам это рассказывать или нет? Смотрите, это называется закрутить жиры и раскрутить жиры. Это есть во всех практически китайских школах рефлексотерапии, акупунктуры, когда врач, к которому приходят на массаж определенный, знает, каким образом снизить количество жировых отложений на животе. Итак, как же выкручивают жиры и как же закручивают? Так вот, берут массажный крем и делают 7 поворотов в пупке массажным кремом против часовой стрелки, так закручивается жир, жир будет исчезать. Или 7 по часовой стрелке, тогда жир будет нарастать. То есть с этого начинается. Часовой со стороны массажиста. Смотрите, я стою и я делаю 7 по часовой, поправляться будет. Делаю 7 против часовой, худеть будет. Какое время он будет худеть? За 7 дней должен он худеть. То есть считается, что человек на массаж такой брюшной полости должен приходить 1 раз в неделю. То есть чаще не назначают. И говорят, что я тебе на неделю поставлю, закручу тебя на похудение. И после этого человек приходит, и ему делают 7 проворачиваний пальчика в пупке, достаточно так болезненно, чуть-чуть надавливая, для скручивания этих жиров. Я не знаю, как это работает, помогает. Кто меня видел летом, вот когда я приехал с морского курса, Версана, я сейчас похудел? Вы думаете, я изменил рацион питания? Нифига. Я целиком выполняю практики, которые дал на своем семинаре худения. Живот уменьшился в ладонь. То есть живот вот плюс ладонь, вот он уменьшился на ладонь. При этом я не занимаюсь спортом, появилась мышечная масса, появился какой-то там где-то проявляющийся пресс на животе. Так хоть что. Так хоть что. Там даже не аккуратненько. Пупочная грыжа, она не здесь. Пупочная грыжа, она там. Пупочная грыжа там находится. Пупок выходит, это как следствие. А пупочная грыжа, она там находится, в середине. Сверху у нас жир, а в середине есть грубо такая ганглия, которая удерживает весь наш кишечник, да, и она такая, как сухожилие белого цвета. То есть она удерживает весь кишечник. Вот она разрывается или она расходится. И из-за того, что она расходится, у нас и появляется грыжа. А это не связано с тем, что сверху проявляется. Но если прийти к врачу, то он смотрит, где есть эта трещина, и после этого в животик пальцем проникает и смотрит, насколько брюшинная плоскость там травмирована, насколько там есть рассечение такое. Итак, как же делается массаж? Итак, 7 раз закрутили против часовой стрелки, потому что практически хотят только этого. После этого начинайте
после этого точно так же делаете. Начинаете размазывание, но не по кругу, а размазывание в виде солнышка в разные части тела. Поняли? Смотрите, здесь в этом случае сначала прогревание как угодно можете тереть наш животик, но зато процарапывание и первые работы более с тонкими элементами лопаточек должны идти от пупка в разные стороны по принципу солнышка. Понятно? То есть здесь сначала вот такую лопатку использовать категорически нельзя, а шкрябывания не происходят по работе лопаткой, они происходят только по принципу вот такого солнышка. То есть вот так вот пошкрябали. Какое время? Пока не появятся яркие розовые или красненькие полосочки. Итак, если у человека сахарный диабет, тогда мы используем крем охлаждающий. А если у человека заболевание панкреатит и кишечник стоит, тогда используем горячие крема. Поняли? Если кишечник и есть запоры, используем горячие крема. Если у человека диарея и функция бесконечного хождения в туалет, используем холодные крема. Понятно, да? Сразу же делаете опрос. Запоры есть? Есть. Все. Холодный, горячий живот, используем горячий крем. У вас запор или диарея? Что больше? У меня диарея. Как не поем, сразу в туалет. Холодные используем. Понятно? Вот смотрите, если у него диарейное проявление, он будет склонен, скорее всего, к сахарному диабету. Если у него запорные проявления, он будет склонен, скорее всего, к панкреатиту и заболеванию желчекаменной болезни. Понятно, да? После этого, когда мы сделали прогревание животика и сделали вот такие веерообразные почухивания в разные стороны, ну как бы это называется почухивание, я придумал это слово сам. Дело в том, что есть правильные названия, но зачем вас названиями этими запутывать, если вы должны получить эту информацию быстро, верно, да? После этого берем лопаточку, и вот работа с лопаточкой у нас имеет определенные правила. Как? Начало движения должно быть от пупка в левую сторону. От пупка в левую сторону. Это делается в левую сторону. Делается на расстоянии спичечного коробка. Смотрите. Вот у меня пупок. Вот так вот у меня спичечный коробок. Против часовой стрелки я должен крутить. Против часовой стрелки я должен начинать движение. То есть я делаю движение против часовой стрелочки этой лопаточкой. Делаю так несколько раз. После этого дохожу к нижнему контуру брюшной полости и здесь уже делаю движение по часовой стрелочке. Поняли? Смотрите, от пупка на сторону ладони можно крутить только против часовой стрелки. Это я по часовой. Против часовой стрелки. Когда вы вышли за территорию вытянутой ладони, тогда все движения должны идти по часовой стрелке. Как научиться? Ложите центр ладони на пупок и за территорию этой ладони по часовой стрелке. Там, где ладонь, против часовой стрелки крутите. Поняли? Почему так устроено? Оказывается, из желудка выходит еда в тонкий кишечник, который развернут против часовой стрелки. Переходя в толстый кишечник, начинает двигаться по часовой стрелке. Таким образом, здесь движения делаются вот так. В эти движения входит еще и работа. Проводится движение в левую сторону по мочевому пузырю, а также по верхней части матки. Потому что если проводить по верхней части матки по часовой стрелке, она опускается. Если против часовой стрелки, она поднимается. Практически у каждой женщины после родов матка имеет в дальнейшем элемент опущения. Как же поднять матку, вопрос еще, да? Он тоже очень важный. Матку можно поднять путем постановки 3 банок. Давайте я это расскажу. Нужно взять большие баночки с большой горловиной. Даже вот такого размера можно, видите. И поставить их по принципу огненных банок на наше тело. Куда они ставятся? В этих местах у нас заканчиваются ребра. Вот смотрите, у нас есть максимальный поворот ребра или углы ребер, которые у нас над брюшной полостью находятся. Нужно найти, где вот эти крайние точки наших ребер. Прямо под углом этих ребер поставить эти банки. Первая ставится с левой стороны, вторая ставится с правой стороны. После этого ожидается, что должно произойти. Кожа должна втянуться. Поняли? То есть ожидается где-то на протяжении 7-8 минут.
не менее, пока кожа вот здесь подтянется. И только после того, когда кожа сюда подтянулась, нужно ставить 2 пальца ниже пупка или 3 пальца ниже пупка на уровень мочевого пузыря. В это место ставится 3-я банка с такой же горловиной, и человек или женщина лежит где-то минут 5-6. Очень болезненно, если есть проблема. Совершенно безболезненно, если проблемы нет. 2 года назад я показывал это на морском курсе нашим ребятам. Практически у всех ребят, у которых не было такой вот проблемы, как опущение матки, все происходило безболезненно. В случае, если опущение матки было, то боль просто говорили, что невероятно было терпеть. Знаете, у нас есть женщина, которая вот научилась, ее когда-то научил, и после этого она начала у себя там в Азербайджане, Казахстане, еще где-то делать вот такие баночные массажи. И вы знаете, к ней начали люди ехать только за этим, потому что количество женщин, у которых есть такие проблемы, колоссальное. Но сделать это несложно, и сделать это можно даже самим в домашних условиях. А? Не. К сожалению, нет. В этом случае нужно использовать только огненные баночки. Огненные банки мы ставили, да, Оксана? Огненные банки. Но вообще это больно, ты проходила такое? Очень больно. Но эффект такой. 3-4 дня омоложения. Серьезно, 3-4 дня омоложения. Дальше при климаксе, климакс сдвигается. При эндометриозе эндометриоз исчезает. Сразу же нормализуется водно-солевой баланс в организме. Почки начинают хорошо работать. Да вообще чудо. Просто это чудо, знаете. И это, ну, просто один раз потерпеть, потом вот космос просто. Да, потом очень хорошо. Можно ли это самим делать дома себе? Ну, первое, сделайте ожог. Это вот 100%. Потому что спирт начнет течь не на ватке, а начнет течь на кожу, и там гореть обязательно, понимаете? И вы его уже и банкой накроете. Банка не прилипнет, а кусок кожи выгорит. Ну, это нельзя делать. Здесь как раз не нужно ставить банку сюда, чтобы вытягивать. Здесь наоборот нужно заталкивать чем-то, понимаете? То есть здесь нужно заталкивать, и для этого необходимо использовать ленту. То есть можно взять ленту широкую такую в ладонь и ей немножечко, не очень глубоко перемотать свой животик на уровне пупка. Вот тогда золотник пупка становится на свое место. Понятно? Как он становится? Почки становятся на свое место, и мочевой пузырь становится на свое место. И вот что происходит. Первое, цистит. Вот кто бы не обматывался лентой, 2-3 дня проходит, приходят и говорят, у меня цистит. А теперь мы знаем, почему цистит. У меня есть несколько таких случаев, о которых хотелось бы рассказать. Когда работал с женщиной, которая приезжала ко мне на морской курс в поселок Рыбачье, вот буквально это было весной. Она приехала, у нее тяжелейшее заболевание, которое называется карцинома брюшинной полости. Это когда внутренняя часть всего забрюшинного пространства поражено метастазами непонятного происхождения. Она сама маленькая и худенькая, при этом у нее был живот такой, ну, невозможно даже передать словами, такой как стол. Она подняться не могла даже по ступенькам, и этих ступенек было не больше там 20. То есть для нее проход к морю был ограничен, а на занятия она не могла ходить, потому что, ну, для того, чтобы ее просто привести на занятия, нужно было помощь там 5-6 человек. При этом нельзя сказать, чтобы она была полная, а вот увеличен кишечник был, ну, раз, наверное, в 40 или в 50 по отношению ко всему телу. При прикосновении к животу оказалось, что живот имеет, ну, он очень нагретый, очень горячий. Сразу же был поставлен диагноз, если живот очень горячий, мы знаем, что это такое, диарея, живот горячий, сахарный диабет. При этом диабет не лечит, при этом уже на все махнула рукой, при этом, как при длительном диабете, начались происходить разрушения печени, почек, естественно, на этом фоне уже постоянное отключение сознания, как бы гипоксия, потому что кислород не поступает, состояние ужасное, при этом недержание фекалиев, недержание мочи. Вот это нарисовал, да, картину ужас. Женщина чувствовала себя очень плохо. Возраст 52 года. Внешний вид, конечно,
ну, я не знаю, больного человека. Делал ей массаж через 1 день, массажей было проведено всего лишь 5. За время проведения массажей тело реагировало следующим образом. Когда начинал делать массаж гуаша, кожа сверху начинала сжиматься, и очень сильно под пальцами чувствовалось появление таких, как маленькие фурункулы. После того, когда делалось долго, вдоль двенадцатиперстного кишечника, пятипалой, сигмовидной кишки образовались фурункулы, которые на протяжении последних дней повыстреливали и повытекали. Во время прохождения вот этих 5 курсов женщина начала себя чувствовать великолепно, начала сама без помощи подниматься на этаж, начала сама спать, перестала просыпаться ночью, и нормализовался стул, началось сварение кишечника, ну где-то на ладонь похудела. Ну где-то на ладонь кишечник стал меньше. Вот на Оксаниных глазах это все было, да, ты помнишь это? Андрей Андреевич, а водянка? Это же и водянка. У нее там же была и водянка. Водянка убирается как раз вот такими лопатками. Я очень... Народные способы убирания водянки — это использование навоза коровьего. Его нужно взять и его нужно спалить. То есть сухой коровий навоз палится, и из него делается порошок. После этого вот этот порошок дается человеку четверть чайной ложки 2 раза в день. Можно даже с молоком вот так разбавлять и давать человеку. Также при водянке, туберкулезе и любых заболеваний накопления в жидкости в физическом теле очень рекомендую использовать наряду с медовым массажем, использовать массаж, вернее не массаж, а аппликации из отжатого творога. Творог очень эффективно вытягивает из человека внутренние жидкости. Вот очень хорошо вытягивает. Хотя, если ставить приоритеты, вот что делать и что будет больше помогать человеку при там, отеке легком, творог или медовый массаж на 1-е место нужно ставить. 30 дней медового массажа с использованием определенных препаратов лечат туберкулез туберкулез легких. То есть, если есть активный туберкулез, человек умирает, ему плохо, 30 дней медового массажа человек поправляется, хорошо себя чувствует, начинает подниматься, не задыхается, ну вообще невероятно. Просто это на глазах все происходит, как чудеса. Вот при туберкулезе обычно не выделяется камни, а выделяется слизь. Она имеет желеобразную форму. Когда вы начнете лечить людей, я очень рекомендую применять поддерживающие сиропы или поддерживающие, наверное, кисели, которые можно изготовить дома, которые рекомендовал в свое время Гиппократ в своей книге, который называл книгой Гиппократа. Он советовал всем больным, независимо от того, чем они болеют, использовать определенные отвары. И он советовал при непонятного происхождения болезни, когда человеку совсем плохо, все тело отравлено, там проблемы сердечного ритма, применять ячменный отвар. Да, отвар ячменя. То есть берется по Гиппократу, берется обыкновенный ячмень в зернах, не очищенный, то есть вот в этой кожуре, и после этого очень долго варится. После того, когда он сваривается, его отцеживают и поят человека. 1 стакан 2 раза в день натощак перед сном. И он писал, что данный отвар в случае, если есть много токсинов, вызывает рвотный эффект. В случае, если есть падение, ну тогда еще не было понятия иммунной деятельности, а в случае, если лихорадки, общая температура, ну мы понимаем, падение иммунной деятельности. Если есть лихорадка, общее состояние недомогания, использовать такой отвар, он согревает, успокаивает, человек спит хорошо. Тогда он усваивается. Он писал очень часто, в старину даже о Гиппократе говорили как о человеке, то есть вместо Гиппократа говорили ячменный отвар. Это подразумевало, что это, даже говорили клятва Гиппократа, это клятва ячменному отвару. Потому что он старался все заболевания лечить ячменным отваром. Он далеко пошел. На самом деле после него был Авиценна. Он наряду с применением ячменного отвара от всех лихорадок и от всех заболеваний, как очищающий и сорбирующий, рекомендовал применять
уменьшающее лихорадку, лихорадочность, отвар из картофеля. Тогда уже испанцы привезли картофель, когда Авиценна преподавал в Испании, и на то время уже начали использовать картофель, и он рекомендовал применять отвар картофеля сырого в виде лечения заболеваний, фактически всех заболеваний. Могу даже вам дать совет в случае, если вы болеете заболеваниями ревматизма, заболеваниями суставов, позвоночника, ввести в свой рацион питания лечение себя отваром из картофеля. Как он делается? Порезали картошку вместе с кожурой на 4 части, залили горячей водой и проварили час. После этого отцедили через большое сито. Вот все, что отцедилось, выбрасываете, все, что осталось в кастрюльке, пьете. 1 стакан 1 раз в день очень хорошо убирает ревматоидный фактор у человека, а также убирает у человека такое распространенное заболевание, как стафилококк в крови. Знаете, что лечение сахарного диабета возможно, если человека начать поить сырым картофельным соком. То есть утром натощак человек выпивает там 25-35 граммов картофельного сока в чистом виде. Картошку при этом нужно выбирать только красного цвета. То есть она должна быть не коричневая, не белая, а красная. В деревне можно найти такую, да. А? Жура? Кожура? Кожура. Кожура, да. Картошка красного цвета сверху, кожура. Есть красненькая, есть беленькая, есть желтенькая. Вот надо красненькая, чтобы было. Вот такая красненькая лечит. Сок картошки. Отдавили картошку и утром натощак выпили. Итак, с завтрашнего дня или сегодняшнего у вас появятся люди, которым вы можете помочь. Это, наверное, люди, у которых есть коксартроз тазобедренной кости. Не надо крутить ногу, не надо поворачивать человека, не надо делать массаж этого сустава. Я вам говорю это серьезно. Сделайте медовые массажи, сделайте их 10 раз. После 10 раз этот человек начнет сам ходить, у него пройдут эти боли. Когда-то к нам приходила Алла, если кто-то помнит, она еле двигалась, на костылях поднималась. Я ей тогда говорил: Алла, давай я тебе сделаю медовые массажи, и тебе это поможет. Вы представляете, если давать просто препараты, эффекта такого не будет. У меня была такая женщина, у которой не было суставных сумок, у нее кости терлись об кости, то есть у нее самой ткани сустава уже не было, он отсутствовал. Что делали? Применяли препарат коллаген, который она принимала каждый день, кушала желатин дома в домашних условиях, там свиной или еще какой-то, не знаю. А также ежедневно на протяжении 30 дней делали ежедневные массажи медовые тазобедренных костей. Вот так вот спереди, сбоку, вот эти вот части и вот так вот ягодичный отдел. 30 дней делали медовый массаж, на 30-й день начала ходить с палочкой, начала приезжать уже с палочкой в офис. Да. Свежий мед можно использовать? Нужно использовать мед засахаренный. Мед должен быть засахаренный, если он течет по руке, эффекта не будет никакого. Мед нужно использовать только светлый. Коричневый мед не подходит, он горький. А нужны только сладкие сорта меда, вы представляете? Нужно цветочный, вот липовый в данном случае, он хорошо подходит, весенние меда. Также я хочу вам сказать по поводу того, что лечение препаратами, которые сделаны на основе пчелиного производства, не всегда могут быть полезными для человека. Вы должны понять, маточное молочко является одним из самых сильных ядов, которые есть в природе. Яд убирает проблемы жара, он охлаждает. Вот смотрите, подагра, сустав горячий, намазывать холодным кремом. Артрит, заболевание холодное, нога мерзнет, к ней хочется приложить что-то горячее. Это во время опроса можно узнать, вот чем смазать сустав человеку. Говорите, вот если сейчас приложить к суставу, то что лучше приложить? Что тебе хочется, горяченькое или холодненькое? Вот при подагре человек скажет, хочется холодное прям приложить, так печет, не могу.
А при артрите скажет, хочется горячее что-нибудь туда приложить. Вот смотрите, если горячее, тогда крем надо согревающий с камфорой. А если холодное, то тогда нужно что-то с ядами. Понятно, да? Забыл сказать. Здесь же мы еще можем проводить дезинтоксикацию грудной железы и дезинтоксикацию поджелудочной железы и дезинтоксикацию щитовидной железы. Аналогично делается. Делается это так. По поджелудочной железы обрабатывается слева направо, справа налево. То есть вот движения делаются вот так. Точно так же шкребется. После этого массажируется. После этого движения влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо, с продавливаниями небольшими. После этого по щитовидной железе делается только в одном направлении. Горло делится от две части и точно так же влево и здесь вправо. Поняли? Не по-другому. Щитовидную железу не массажируют лежа, ее массажируют только в случае, если человек сидит. Поджелудочную железу не массажируют сидя. Человека при заболеваниях поджелудочной нужно обязательно положить. При правильной работе или при работе с поджелудочной железой должно появиться вот что. Если у человека есть запоры, должна сработать, появиться функция диареи. Если у человека низкая кислотность, может появиться изжога. Если у человека высокая кислотность, может появиться ощущение, что очень сильно хочется водички. То есть нетипичные для человека состояния. Поэтому можно сразу человека предупредить. Массаж гуаша нельзя делать ежедневно. Запрещено. Массаж гуаша делают один раз в 3-4 дня. На Востоке делают массаж гуаша один раз в 7 дней. Поняли? Брюшинный массаж можно делать через день. 10 раз или 30 раз даже. Я вам хочу сказать вот что. Если у человека гипотиреоз, гипофункция, тогда нужно что делать? Нагревающим кремом мазать. Если гиперфункция, что нужно делать? Охлаждающим кремом. Таким образом, если у человека есть гипофункция щитовидной железы, то ее можно промассажировать, и точно так же делается пошкрябали возле щитовидки. После этого, вы же понимаете, делать это нужно очень мягко. Пошкрябывали. После этого очень тоненьким ложечкой поводили мягко. После этого поделали вот такой вот широкой лопаточкой длительное время, пока появятся первые вот такие вот проявления гематом, которые появятся в виде красного такого покраснения. После этого, естественно, перед этим, а у нас у всех практически гипофункция, перед этим горячим кремом помазать. Понятно? Можно сегодня щитовидку, завтра поджелудочную, а послезавтра? Да, можно. Также я могу сказать, что очень эффективная дезинтоксикация происходит в случае, если человек выполняет массовый, массированный, полный медовый массаж. Это невероятно долго делается. После такого медового массажа человека можно обернуть еще и в простыню с магнезией или с чем-то горьким таким и подержать его там в одеяле. Тогда эффект дезинтоксикации колоссальный. Так вот лечили людей, у которых инсульты. Вот сегодня был вопрос, как лечить людей с инсультами. Делали всю дезинтоксикацию вдоль позвоночника. Это очень тяжело делать. Давайте спросим специалиста Алексея Ивановича. Вы проводили дезинтоксикацию человека с полным поражением, и проводили по чуть-чуть, как я говорил. Сколько это заняло время? Часа? Делали часа 4 полным медовый массаж, а потом еще 1,5 часа держали в простыне. Вы представляете? Вдвоем, выложились полностью. Это так тяжело вообще, но это спасает человека невероятно. Когда раскрываешь человека, он готов садиться и бежать, знаете. Как бы плохо не было, но как реанимация, знаете. Если еще при этом дать ему предварительно слабительный препарат и рвотный препарат, после этого сделать комплексный медовый массаж и обмотать его в одеяло, в простыню эту мокрую, и потом раскрутить, за один день человек вообще другой становится. Это может быть панацея даже при таких мощнейших заболеваниях, как полное отравление организма. Знаете, мы выводить это не можем, сорбация не происходит, а чем убирать неизвестно. Но, во-первых, здесь вся проблема мотивации. То есть зачем Алексею Ивановичу необходимо это делать? То есть надо, у него семья, 3 детей, знаете, внуки уже есть или 2? Двое. Может еще появится.
Естественно, если много, ну, человек должен тратить время, это должно стоить денег. Вообще я очень хочу вам посоветовать. Вы понимаете, дешевая только традиционная медицина. Да, она дешевая, только традиционная. Нетрадиционная, она должна стоить дороже, чем традиционная, потому что она заставляет человека выкладываться по полной программе. Поэтому она и не подходит нашей традиционной медицине. Ну, вы не найдете массажиста с медовым массажем в обыкновенной там клинике какой-то. Почему? Да нет дураков, знаете. Нет дураков. Это так намахаться на целый день, знаете. 3 людям сделал, но зато по эффективности своей оно превосходит во много раз все остальное. Можно этим убирать к радости и заболевания суставов, и делать дезинтоксикацию поджелудочной железы, убирать сахарный диабет, запускать почки, запускать печень, убирать дивертикулы там всякие и так далее, и так далее. Правильное питание, дезинтоксикация организма, экологичные процессы выведения из организма там, токсинов, слабительные препараты, мочегоны на основе растительных компонентов, и человек за 1-2 недели приходит в нормальное состояние. Понимаете? Главное, чтобы было желание при этом. А обычно нет желания у того, кто делает, потому что платят мало, и нет желания у того, кто это лечит, потому что он думает, что это очень дорого. То есть человек хочет: дайте волшебную таблетку, я выпью, и после этого мне станет хорошо. А так не бывает. Давайте, можно, да, Алексей Иванович? Вот у Алексея Ивановича, у него хороший был отзыв. Он запускал ребенку почки. История была такая. Приехали родители, вот так отец здесь сидел и говорит: Андрей Андреевич, у ребенка диализ, сейчас нужно делать пересадку почки. Уже нашли близкую родню, которая может там, дать почку свою, там, родной двоюродный брат отдаст свою почку. Вы представляете, ну это, конечно, не для записи, но я как человек, давно занимающийся медициной, могу сказать, когда человеку делают пересадку почки, то он с пересаженной почкой все равно долго не живет. Это, конечно, тайна, они, конечно, не говорят, но сам факт. Вы знаете, при пересадке почки, ну, год. Ну, год это так. Ну, год. Вот приехал родственник, отец, я говорю, я сам делать могу. Вот Оксана слышала, тогда я при ней разговаривал с родителями. Я говорю, я сам могу ездить, но это займет много времени, и я не могу, потому что стоимость моя для вас может быть очень высокой. Вы можете просто не меня заказать, а человека, который может к вам приехать и поработать с вами. Ну, это ж так звучит, заказать, правильно. Если ко мне, то тогда я могу один прием делать сам. Там. Если я буду час работать, возьму там 500-800 гривен. Если это будет 2 часа, то возьму там $100, там, $150. И вам его нужно будет возить ко мне, ну, минимум 10 раз. А это уже круглая копеечка, понимаете. Плюс неудобно. Его, во-первых, из больницы не выпустят. Там в лечебных покоях он находится. Его нужно каждый раз отключать, подключать. Он все время под капельницей и так далее. То есть им не подходило. И говорю, едьте к Алексею Ивановичу, и пусть Алексей Иванович, если сможет и захочет, с вами работает. Как избавить человека? Какие есть такие мощнейшие дезинтоксикационные продукты, которые очень быстро убирают интоксикацию печени? Это можно сделать его самостоятельно дома самим. Нужно взять, набрать 3-литровую, давайте литровую бутылку мяты перечной или нашей домашней мяты, которая имеет очень хороший запах. И целая бутылка этой мяты, вот на бутылку мяты 200 граммов сахара, и это все залить водкой хорошего качества. Там Абсолют, Финляндия, не знаю, хорошие прочистки такой. И после этого это настаивается на протяжении 1-2 месяцев. И после этого человеку дают вот такой вот состав по пол чайной ложки или чайную ложку. Это очень хорошо очищает печень. От чего? От хламидиоза, от лямблиоза, от вот заболеваний каких-то там вирусных инфекций. Великолепно просто. Мята сырая. А знаете, что самое интересное? Если человек очень сильно перепил, и вот ему плохо, и утром проснулся, руки трусятся, голова кружится, глаза троятся, вот в этот момент ему можно дать 2 столовые ложки вот такого вот мятного настоя, и он через 10 минут становится, как будто до этого ничего с ним не происходило.
Или наш худейс. Он тоже так действует. Чайная ложка, 1, 2, 3 допустим. Чайная ложка пьется 2 раза в день. Вообще я рекомендую принимать препараты следующим образом. Утром принимайте действующие вещества натощак, а вечером принимайте перед самым сном. Не нужно принимать препараты после еды. Зачем? Ну вот подумайте сами, какое будет действие, если вы это бросили все в еду. Ну что это такое? Ну вот подумайте сами, вы выпьете обезболивающее вместе с холодцом и запьете молоком. Оно будет потом действовать на вас? Будет? Ну я что-то не очень, я что-то не очень сильно, сомневаюсь, что это будет действовать на вас, понимаете? Хотел отдельно в виде презентации рассказать о еще одном препарате нашей компании. Это наша разработка, называется Трангалин. Выглядит эта бутылочка вот так. Что это такое? Это универсальное успокаивающее средство, которое буквально за 1 раз убирает у ребенка воспаление от укуса комара, там, от чего угодно. Но очень хорошо для лица. Если есть прыщик, фурункул, детский фурункул, если там корочка какая-то, трангалином намазали, за 2-3 часа прыщик исчезает. Все, он бледнеет и исчезает. Для девочек находка. Уже есть первые девочки такие, которые взяли и уже звонят и говорят, что это вообще такое. Я говорю, какая разница? Здесь находятся вот такие вещества. Хлорфеникол, дексаметазон, ацетат, а также концентраты 30 трав. Вот, да, давай и вот этот я покажу. Также есть еще одна вот такая удивительная бутылочка. Вы понимаете, каждый год безумно жалко людей, которые болеют онкологическими заболеваниями. Среди самых распространенных онкозаболеваний, которые мне встречаются в моей практике на территории Украины и Киева, это заболевания кожные онкологические процессы. Среди кожных онкологических процессов это, естественно, меланомы, которых вообще через одного человека, вообще. При этом, к сожалению, уже приходят запущенными, когда помощи неоткуда ждать. Я решил сделать сквайленол, препарат, в котором будет находиться 80% чистого вещества сквален. Круто? До этого никто в мире такое вещество не создавал в таком виде. Здесь находится 80% сквалена в чистом виде, сделанное из нашего синтеза не масла амарантового, а прямой семечки амаранта. На изготовление одной бутылочки уходит приблизительно 50-60 килограммов этих семечек. Также здесь находится 2 фермента синтезированных, называется витамин А и витамин Е. Потому что они являются тем, что удерживает вот этот сквайленол в чистой форме. Если понюхать, там нет никаких ароматических добавок, очень-очень вкусно пахнет. Как применять? Мощнейший, один из самых удивительных когда-либо создаваемых иммунных протекторов. Как его принимать? Буквально на язычок 2 капли рассосать, водой запить. Просто повышает иммунную деятельность в 1000 раз. Как это мы делали или как мы это все рассматривали? У нас есть препарат Аберон, который находится на левом берегу, знаете, да? Вот на Левобережке там Раджапова принимает и делает диагностику, экспресс-диагностику быструю. Так вот, берете вот это, делаете экспресс-диагностику сначала просто, и после этого капаете себе под язычок, там 2 капли, рассасываете, глотаете, и через 30 минут 2-й раз. Измерения такие. Там, где были черные квадратики, сразу же становятся желтыми. Там, где были черные квадратики, становятся желтыми кубиками. Поняли? То есть настолько уникально. У нас есть его всего лишь сколько? 10 штук. Зачем ты его дала? 10 штук, аж смешно. Когда-то будет. Дело в том, что мы почти год настаивали. Год он делался, вы представляете. Я его хотел на морской курс отдать. Вот деткам своим капаю. То есть и Маруся, и Славик, как только вспомню, там куда-нибудь ему капну, он там Кока-Колы хочу там. Там Маруси, там зубки начались. Знаете, какое удивительное свойство? Оно очень сильно обеззараживает, улучшает иммунную деятельность и обезболивает. То есть зубы начали там расти по чуть-чуть, ребенок слюнявит, взяли сквалинол, мажем и чуть-чуть отпускает. Также вот очень хорошие вот эти препараты.
Вы, наверное, их уже пробовали. Если его раскрыть и понюхать, то он вообще ничем не пахнет. Сразу же вопрос, надо же, но он же ничем не пахнет, друзья мои. Там находятся активные наночастицы металлов, меди, цинка, серебра и так далее. Тем не менее, если это использовать, как здесь написано, то действительно эффект происходит и не заставляет себя очень долго ждать. То есть эффект происходит такой. Женщины используют при эндометриозе, делают вагинальные тампоны, и врач там, спустя 3-4 недели не замечает никакого эндометриоза и говорит, что это было такое. При этом никакой аллергии не вызывает, при этом совершенно безопасные препараты. Для волос великолепно, потому что волосы жирные, человек начинает на волосы брызгать, там как-то использовать, это все... Начал расти волос, это ты вот этим пользуешься, обалдеть. То есть рост волос и так далее. Также очень хотелось бы, но уже не сегодня, прочитать презентацию по новым препаратам, которые есть в нашей компании. Зачем я дал семинар, который связан с использованием кремов, а также использованием массажных палочек и так далее. Мне очень хочется, чтобы люди плавно становились специалистами и несли ответственность за свое здоровье, а также здоровье своих близких людей. Я этот семинар, который сегодня записал, обязательно выложу в бесплатном доступе в YouTube, потому что одной из своих деятельностей я считаю все-таки позиционирование себя как человека, который делает что-то в альтруистических целях для населения, которое может помочь себе и помочь своим близким в ходе лечения себя и близких от разных заболеваний. Я считаю, что данная информация, которую я вам даю, является доступной для всех и должна быть доступной для всех. А что мне от этого? Ну вот и ничего. Мне от этого то, что люди будут чувствовать себя лучше. Вероятно, кто-то умудрится даже купить у меня вот эти 2 баночки, знаете, когда-нибудь, которые мы начали выпускать. Естественно, я вам там рассказал о пластыре. Да? Вы попробуете его сделать и убедитесь в том, что он у вас начнет очень быстро пропадать. Потому что каждый раз, когда вы начнете его делать и сделаете его банку, то эта банка у вас зацветет через 4 дня в холодильнике. То есть это все должно делаться профессионально, в условиях, наверное, стерильности, дезинфекции, специальной там обработки и так далее. Наша компания сейчас начала выпускать целый ряд пластырей, среди которых жидкая кожа. Это пластырь, который после ожога можно наносить на тело, и после этого ожога не будет. Пластырь, который будет убирать экзему и псориаз, то есть не убирает заболевания, человек намазал, и вернее прилепил этот пластырь, сверху обмотал там бинтиком или еще чем-то, поносил там 20-30 дней, после этого размотал, и вместе с вот этим всем ороговевшей, огрубевшей кожей она остается на пластыре, а под низом остается розовая красивая кожа. И уже второе заболевание, экзема и псориаз, уже появится спустя только 7, 8, 9, 10 месяцев. Это спасение где-то. Раз мы не убираем само заболевание, то хотя бы можем привести к тому, чтобы было хотя бы хорошее косметологическое достаточное состояние. Также сейчас делаться будут пластыри, которые будут убирать заболевания ороговевшей кожи на пятках, убирание вырастающегося ногтя и так далее. Также уже сделано там целый ряд всевозможных кремов, но одни из самых уникальных это все-таки вот эти бальзамы, которые я начал выпускать. Они действительно очень интересные, они уже у нас будут идти и в маркетинг, и ими можно пользоваться. Они действительно очень хорошо помогают человеку, очень рекомендую попробовать на себе. Но эффект разительный, все, что касается заболеваний суставов, позвоночника, 1-2 намазывания, человек чувствует с утра уже эффект. Ты пробовала, кстати, не? И как? И шею, и суставы, и ножки, и ручки. Вот на себе бы не попробовал, так бы не хватил. Нравится, очень хороший крем. Сустава. Мениска. И вот она уже практически будет разрабатывать ногу, все равно еще до конца коленка не сгибается. Можно использовать есть. Можно использовать прогревающий. Прогревающий вот Да. перед растяжкой. Можно любой прогревающий бальзам, лучше всего вот этот.
Прогревающие бальзамы делают кожу эластичной, прогревающие бальзамы делают связки эластичными, суставы эластичными. Поняли? Прогревающие это то, что накапливает в суставе. Охлаждающие это то, что выдавливает из сустава. Смотрите, подагра, оксалаты выдавливает. Артрит, сустав засыхает, прогревающие. То есть при артрите они хрустят, скрипят, греть надо. При подагре разбух, начинает болеть, охлаждать надо. Поняли? Поясница прогревающий. Понятно? Поясница прогревающий. Конечно, вы запутаетесь, ничего страшного, покупайте оба. Если этот не помог, мажете эти. В целом, лечение человека может быть не только, наверное, сложным занятием, оно может быть веселым, очень эффективным и добрым. Та системная терапия, которая проводится зачастую у нас в обыкновенной нашей медицинской традиции, в клиниках, очень часто сводится к тому, что человека всовывают в лечебный протокол и согласно лечебного протокола проводят ряд определенных мероприятий. Как показала длительность, наверное, исследования наших физиологических процессов, которые есть, лечебные протоколы уже недостоверные, они недостаточно хорошо помогают. Ряд препаратов, которые были в лечебных протоколах, изменены и не имеют, к сожалению, уже того действия, которое есть. А в рацион питания широко вошли уже сейчас препараты генетически модифицированные. Но это история следующая. Тем не менее, чтобы вы понимали, мы дышим даже генетически модифицированным воздухом. А что уже говорить, а также вы уже ходите в лесах генетически модифицированных, а также едите яблоки генетически модифицированные. И это ж только дело времени, понимаете. Сейчас я могу сказать, вот на протяжении последнего года количество заболеваний кожных, заболеваний туберкулез, автоиммунных непонятного происхождения, заболеваний суставов, заболеваний кожи очень сильно, заболеваний сердца поголовно выросло даже по отношению к прошлому году в районе 80%. То есть это может говорить о том, что процесс улучшения нашего качества жизни не идет вверх, к сожалению, он идет вниз. Но это же говорит о том, что есть смысл все-таки более тщательно заниматься собой. И здесь сразу же, знаете, вспоминается такой врач напыщенный, к которому приходит человек и говорит: очень сердце болит. Ему врач говорит: ну как же вы себя до этого состояния довели? Причем тут я же не умею пользоваться собой. Как я мог довести или не довести? То есть я понимаю, что если бы это был стоматолог, и он бы сказал: как вы себя довели до пародонтоза, что денег не было. То есть обычно врач, который это говорит, он просто это делает, издеваясь над человеком. Потому что фактически, живя в предпосылках полного разрушения себя, через призму телевидения, когда человек не может уснуть и все время крутит в себе, хотя зачем это ему нужно, непонятно. Или через призму каких-то там нервных состояний в семье, не понимая, что семья это ценности, там через нехватку денег, через употребление пищи, даже покупая дорогое, мы очень часто просто наталкиваемся на то, что покупаем еще хуже. Потому что оно еще хуже синтезировано. Мы едим майонез, вы знаете, в майонез добавляют соды, чтобы было больше. Едим кетчуп, в него добавляют соды, чтобы кетчупа было больше. Едим колбасы вареные, в них добавляют соду, чтобы... И после этого открываем, и там написано: метод лечения онкологии содой. Зачем еще соду, если мы ее в день потребляем 2 стакана? Куда еще? То есть вам той, которую мы потребляем, маловато будет или как? Тогда нужно еще, да? После этого начинаем смотреть об идеях, которые... Сода есть еще и у нас в воде. При этом люди, которые живут дома и у которых там сделали скважину и пьют воду, они говорят: а у нас и скважину, мы чувствуем себя хорошо. Не обманывайте себя. Почему? Потому что в скважине вода грязнее, чем вода, поступающая у нас из-под крана в текущий нам стаканчик. Почему? Советский Союз очень любил людей, как ни странно, несмотря ни на что. Он профилактировал заболевания, давал бесплатно людям прививки, а также очищал воду при помощи хлорки, при помощи цветоизоляции там всякой, а также там всевозможных там озонирований и так далее.
Самые лучшие очистительные сооружения, которые находятся в мире, находятся в Санкт-Петербурге, в Москве, в Калининградской области и в Киеве. Понятно? Поэтому, а вот одни из самых плохих — это Харьков, Харьковская область и Крымская область. Вы представляете? Естественно, и Кировоградская еще. Естественно, если говорить о воде, которую мы употребляем, то хочу вам дать совет. Не пейте из бюветов. Не пейте воду из-под каких-то ручейков, она нехорошая, даже если там хрысты стоять. Даже если она 1000 раз священная, то все равно старайтесь эту воду не принимать в себя. Почему? В дальнейшем вы можете от этого заболеть. И не проведете никогда аналогию, что вы заболели из-за этого. Понятно? Вода, которая течет из-под крана, для приема в пищу ее достаточно хорошо прокипятить. После этого ее можно смело употреблять в пищу и быть здоровым. Старинная пословица звучит так: хочет быть здоровым, кипяти воду. Понятно? Поэтому не нужно покупать воду дистиллированную, которая продается под торговыми марками, так как человеку дистиллированную пить воду нехорошо. Происходит разрушение сосудов тела и происходит дисфункция мочеполовой системы, особенно почек. Такая вода — это вода газированная и в которой абсолютно нет минералов. Среди таких уникальных водичек это, наверное, можно представить, наверное, воду Бонаква, знаете. Бонаква. Из таких водичек, которые нам не нужна, это вода, в которой очень большое количество минералов. Мы думаем, что минералы полезны, и очень над этим ошибаемся. Минералы в большом количестве могут не только помогать нам, а очень еще и вредить. Очистительные фильтры угольные нам не подходят, так как уголь является элементом насыщения воды углем. После этого мы употребляем воду, в которой находится постоянно небольшое количество угля. Уголь накапливается в поджелудочной железе, и со временем появляются в поджелудочной железе камни угольные. А вот сейчас киоски, которые там стоит такое оборудование огромнейшее, Я вам хочу дать совет. То оборудование, через которое фильтруется вода, которая идет у вас из-под кранов, не может стоять в маленьком киоске. Если кто-то был на вот очистит сооружениях, да, представляет весь размах и, наверное, понимает, что это такое. Да? То есть это делается, ну, наверное, совершенно по-другому. То есть это происходит путем нескольких там элементов очисток, и эту воду очень сложно очищать, и мы получаем воду чистую и хорошую. Когда-то мэр города Николаева Чайка на протяжении всего лишь 1 дня отключил водоочистные сооружения города Николаева. И лишь 1 день на протяжении 7 часов город Николаев получил воду загрязненную. Это длилось 7 часов. После этого было поражение Николаева и Одесской областью заболеванием холера. Холера, да, тогда была? Да, это только 6 часов. 6 часов отключили воду. Пустили такую воду, как вы пьете из бювета. Знаете, самое интересное, приехали ребята из там пригорода и говорят: я болею онкологией кишечника, лимфогранулематозом. Вот, 2-й человек приехал: я лимфогранулематозом болею. 3-й человек: детей привезли лимфогранулематозом. Вот смотрите, семья: у мамы лимфогранулематоз, у ребенка лимфогранулематоз, у 2-го ребенка лимфогранулематоз, у мужа нету. После этого приходит сосед: ты откуда? Из этого города. А я думал, их привез, ну, что они друг друга знают. А потом говорят, они вот так вот встретились прямо в помещении и говорят: о, а ты что здесь делаешь? Да я по своим делам к врачу приехала. И я: ну, встретимся, поговорим. С чем вы приехали? А я думал, они друг друга привезли. С чем вы? Угадайте, с чем? Лимфогранулематоз. После этого оказалось, я думаю, от чего они этим болеют? Оказалось, у них колодец находится возле дома. У них дом находится вот так вот, помещение в доме, вернее, дом большой многоэтажный, и к нему подведена водичка из центрального городского водоснабжения. Но она считает, что она помогает своим детям, спускается вниз к дороге, там где колодец, и берет воду и домой носит в ведре. Все пьют воду из ведра, а муж алкоголик сказал: пить из ведра не буду, я ее не пью из ведра, ходить за ней не буду. Все, дуля вам всем. Да, и после этого не пьет, пьет из-под крана, говорит: а мне ничего не будет. Да, я буду здоровый всегда.
И говорит, с утра до ночи квасит, ему ничего, а он эту воду не пьет. А после этого говорю этим людям, в каком вы доме живете, в этом, а вы носите воду из колодца? Носим, вот не носите. Запрещена, это вообще тяжелая вода, ее можно продавать просто как радиационно опасную какую-то там жидкость, и может ее стоимость доходить там за 1 литр за $1000, знаете. Это, говорит, очень опасно, где вы нашли вообще это все? Я говорю, я нашел город такой, находится там-то и там-то. Естественно, пришли с санэпидемстанции, взяли экскаватор, ее закатали там, понимаете. Но вода радиационно опасная, с большим содержанием там токсических элементов, ну чуть ли там не 6 сантиметров смолы, знаете, какой-то плавает. И при этом лучше не из-под крана пить, а лучше, конечно, спуститься туда и там набрать. Только потом никто ж аналогию не проводит, из-за чего и почему это происходит. Представляете, да. Особенность заключается в том, что огромный пласт минералов находится в этом месте. И я думаю, что особенность того, что это помогает, заключается скорее не в воде. Оно заключается в том, что люди приходят, отключаются от своих семей, ходят там 20 дней по лесу, дышат чистым воздухом, мечтают о счастье каком-то, пьют эту водичку. Там что не пьют до одного места. Если их так отправить в любое другое место и заставить их отдыхать, то они будут точно так же хорошо себя чувствовать. Знаете, если там заменить воду Трусковца на воду из-под крана, я думаю, эффект будет аналогичный. Естественно, если кто-то едет лечиться и лечится, то это связано еще и с процедурами. Там же ставят изокерит, знаете, там греют человека, делают всевозможные там плазмоферез, там какие-то общие какие-то физиопроцедуры и так далее. То есть там лечат вот этим. Ну и плюс самое важное, человек отвлекается от своей семьи. Все заболевания происходят от того, что человек начинает страдать. Знаете, сначала человек думает, что он найдет кого-то и не будет страдать, а потом, найдя кого-то, он начинает страдать еще больше, потому что рядом с ним кто-то. Таким образом, часто говорю такие слова, которые звучат так. Нужно разобраться в своих чувствах, получать удовольствие от тех людях, с которыми ты живешь. Правильно? Потому что они заняты одной целью – строительством семьи. Хорошо, я надеюсь, вам очень понравилась лекция, которую я сегодня прочитал. Все, до свидания. Немножко неудобно. И как же это сделать, чтобы это сделать дома при помощи своей кровати? Проснувшись, сядьте на кончик вашей кровати и упритесь своими ручками на ножки. Вперед, видите, мои локти отодвинуты от моего тела, а мои плечики поджаты к моей шее. Головка у меня смотрит вправо. Таким образом, гнувшись вниз, я подтягиваю мышцы разгибателей своей шеи. Видите, как я сделал? Раз, и уперся своими ручками. Видите, да? Вот это упражнение расслабляет мышцы вашей шеи, а также трапециевидные мышцы вашего шейного отдела и первых грудных отделов. Видите, что я сделал, да? Несложно. Как это делается? Напрягли, расслабились, посидели. До того момента, пока полное расслабление. Не надо давить. Давить не надо, это не надо делать при помощи надавливания. Снова ручки поставили, снова напрягли, снова отпустили и чуть-чуть посидели. Таким образом вы будете уже на 3-й или 4-й раз ощущать, как будто отсюда переходит напряжение мышц передней части вашей груди и расслабление мышц задней части. Таким образом вы начинаете расслаблять плотные мышцы и напрягать разгибатели. Поняли? За счет того, что вы напряжете разгибатели, у вас произойдет расслабление вот этих мышц шеи вашей. Понятно? Несложно. Второе упражнение то же самое, но при этом нужно еще и в момент того, когда вы вот так вот поставили ручки, поднять носочки. Поднять пяточки, да, встать на носочки. Поняли? Таким образом вы прогнулись вперед и стали на носочки. Таким образом, вы передвинули в более нижнюю часть
в более нижнюю часть передвинули свои разгибатели. Теперь более нижняя часть груди будет напрягаться, а задняя часть груди будет расслабляться. Понятно? Голова все время смотрит прямо. Во время этих упражнений нельзя шевелить быстро головой. Раз. Нельзя после этого поворачиваться влево-направо. Два. Единственное упражнение, которое можно делать, это небольшие, несложные прогибы назад или прогибы вперед. Без напряжения. Мягкие-мягкие. Есть такое. Третье. Встав с кровати, вы должны упереться на ножки вот таким образом. Видите, как я это сделал? Я уперся на ножки и согнул свои колени. Что при этом происходит? Мои плечи подтянуты, при этом мой позвоночник расслаблен. Какой в этот момент отдел я расслабляю? Сзади растягивается мой позвоночник, поясничный отдел. Видите? Нужно так встать, чтобы упор был целиком на мои колени. Моя спина, она сама находит элементы, при котором она начинает себя расслаблять. Поняли? Итак, первое, сидя на кровати. Второе, став на носочки на кровати. И третье, встав и уперевшись на свои колени. Вы должны согнуть коленки и упереться просто на эти коленки своими ручками. И вот так вот какое-то время постоять, без определенных движений, какое-то время. После этого просто встать. Есть такое? Четвертое упражнение. Человека сзади поясница болит только в том случае, если он делает сокращающиеся движения вперед, назад, во время занятия сексом, во время поднимания сумок, во время какой-то активности происходит напряжение грушевидной мышцы заднего отдела нашей задней части спины, а также нижней части или нижнего отдела. В случае, если это зима, это может привести к воспалениям, а также к обострениям этих заболеваний. И что же нужно делать? Если вот эти движения колебательные вперед-назад, они напрягают эти мышцы, то движения, когда ноги согнуты, движения вправо-влево мягкие, они делают так, чтобы у вас происходило расслабление плотных мышц и включение разгибателей. То есть нужно встать и просто пошевелить бедрами в левую сторону, в правую сторону. Поняли? Вот таким образом. После этого я рекомендую просто повиснуть на что-то и ровно 10 секунд повисеть. На шкафчик, там, за какую-то, на дверцу, которая у вас есть, и все. Сколько получилось упражнений? 5. Делая вот эти 5 упражнений, вы забудете о том, что ваша спина болела. У кого болит спина? Давайте договоримся так. Вот, давайте, вот, у кого болит, поднимайте ручки сейчас, поднимайте. Супер, супер. Возьми у тех, у кого болит спина, номера телефонов, хорошо? И делайте вот эти упражнения аж целых 5 дней. Вот до субботы-воскресенья, когда я приеду. Хорошо? Я приеду в субботу-воскресенье, а вы после этого придите и скажите: я выполняла 5 дней эти упражнения, у меня до сих пор болит спина. Поскольку сделайте для себя просто утром и вечером делайте это все вместе упражнения 2-3 минутки. То есть сколько у меня будет времени тратиться? Показываю. Итак, уперся. Уперся, уперся. Я ничего не напрягаю, я просто уперся, вот я немножко побыл в этом состоянии, упершись, да. Все, после этого расслабился. И снова уперся, после этого расслабился. Теперь второе упражнение. Поставил ножки на носочки и снова уперся, и снова уперся. После этого следующее. Я встал, уперся. И вот так вот постоял какое-то время, стараясь максимально согнуть колени до момента, когда в спине боль исчезнет. И так постоял 1-2 минуты. После этого встал и пошевелил своим тазом влево-вправо, влево-вправо. И после этого уперся на дверцу и немножко повисел на этой двери. Это должно занимать в моей практике всего лишь 3 минутки. Если вы будете делать 3 минутки утром, после этого очень хорошо было бы полежать. Если... На ровном нет. Я вообще противник лежания на ровной плоскости. Я вообще противник лежания на твердой плоскости. Теперь вы можете объяснить почему? Потому что твердая дает возможность затромбирования. Поняли? То есть вы тромбируете еще дальше ваши мышцы. Конечно же, когда
Покупаете вы матрасы Сварджим, допустим. Это матрасы, которые мягкие, на них высыпаться хорошо. Почему? Потому что они дают возможность расслабить вашу плотную мускулатуру. А вот если вы ляжете на дверь и после этого будете лежать на двери, то у вас наоборот произойдет в дальнейшем обострение и развитие очень сложных заболеваний спины. Почему я это утверждаю? Работая какое-то время в психиатрической клинике, я обратил внимание, что заключенные, которые находились там под следствием или еще где-то, они не имели доступа и не могли спать на мягкой поверхности. Когда они спали 1-2 недели, практически у всех этих людей появлялись в дальнейшем заболевания спины и опорно-двигательного аппарата. Понятно? Почему? Твердое не дает возможность человеку потом сохранить свой позвоночник. Поняли? Также, если бы было ролик вот в Сварджим аппарате, если бы ролик, который привозили, он бы работал таким образом, чтобы двигался просто сверху от шеи вниз, то таким образом было бы затромбирование более близкое к позвоночнику. А если снизу вверх, то в мышечные ткани. Вот почему после того, когда люди ходят на оборудование, которое выгоняет из позвоночника кровь, то эта кровь отходит не в сосуды, которые она может получить, если человека расслабить, как я вам показал, а эта кровь отходит в вены. Поэтому происходит первые 2-3 часа расслабления и улучшения состояния, а потом колоссальное обострение спустя 1, 3, 4, 5 дней. Конечно, серогем. Это все небезопасно. Ребята, это нугабес. Это вообще абсолютно для вас небезопасно. Вы можете прислушаться просто к врачу со стажем. Потому что нету ни одного человека. Я год работаю. Еще ни одного человека нету, который бы пришел и плюнул. Знаете, у меня есть знакомый, он социолог. Он говорит мне: Андрей Андреевич, вы знаете, если рассмотреть это все, то обязательно должны быть люди, которые были бы очень недовольны. Знаете, год проработал, и нет ни одного человека, который был бы чем-то недоволен. Ни одного. То есть, значит, это говорит о том, что мои семинары все-таки находят своего потребителя. Представляет эксклюзивный препарат Гемартан. Препарат сертифицирован. 100% натуральный состав. Не содержит ГМО, искусственных красителей, концентратов и лактозы. Препарат Гемартан очищает кровь и лимфу от токсинов, вирусов, микробов и бактерий, способствует профилактике, лечению и нормализации работы печени, стимулирует обмен веществ и кроветворение, компенсирует витаминную и минеральную недостаточность, нормализирует кислотно-щелочной баланс. Гемартан. Чтобы весь организм работал четко, эффективно и слаженно, необходимо поддерживать его в чистоте. Уникальную формулу Подагрин. Вы уже неоднократно пытались лечиться от подагры? Специально для вас был создан абсолютно натуральный препарат на растительной основе Подагрин. Подагрин нормализует процессы клеточного транспорта, снижает давление в клетках, существенно уменьшает отек и покраснение суставов, снижает уровень мочевой кислоты в организме, воздействует на патогенетические механизмы артрита, обладает противовоспалительным действием, укрепляет защитные силы организма. Подагрин – это прекрасное средство профилактики приступов подагры. Подагрин – тибетская формула, препарат Вертибралис Нео. Клинически подтверждено, что фитопрепарат Вертибралис Нео высокоэффективен при всех заболеваниях суставов и позвоночника, даже с деструктивными изменениями. Имеет противовоспалительные, рассасывающие и обезболивающее действие. При приеме биодобавки Вертибралис Нео происходит быстрое уменьшение боли, отека, покраснения, а возобновление хрящевых тканей и суставов значительно ускоряется. Яркий эффект достигается при приеме фитопрепарата при болях в областях позвоночника. Быстро уменьшаются явления скованности спины и улучшается гибкость позвоночника, появляется легкость в теле. Людям с повышенными нагрузками на опорно-двигательный аппарат целесообразно применять Вертибралис Нео с профилактической целью. Вертибралис Нео создан по уникальный препарат Магнумцид 300. По мнению некоторых исследователей, у 25-30% населения выявляют недостаточное количество магния в организме. Дефицит магния вызывает психоневрологические расстройства, болезни эндокринной системы, сахарный диабет,
заболевания сердечно-сосудистой системы. Магнум-цит 300 – это восстановление запасов магния в организме. Нормализация магния избавит вас от внезапного головокружения, частой головной боли, судорог в мышцах, бессонницы, аритмии. Магнум-цит 300 создан по рецептам сакральной тибетской медицины с использованием самых современных технологий 21 века. Уникальный фитопродукт «Женское здоровье». Фитопродукт имеет противовоспалительные, антибактериальные, гормононормализующее действие при воспалениях женской половой системы, нормализует работу яичников, стимулирует выработку определенных гормонов, предотвращает возникновение таких заболеваний, как фибромы, кисты и эндометриоз, оказывает положительное воздействие на женскую репродуктивную систему. Препарат сертифицирован, 100% натуральный состав. Корневище бадана обладает мощным антисептическим противовоспалительным действием. Астрагал по своим общеукрепляющим иммунодулирующим свойствам превосходит женьшень. Пастушья сумка усиливает сократительную способность гладкой мускулатуры матки. Спарыш обладает вяжущим, кровоостанавливающим, противовоспалительным действием. Горчак почечуйный останавливает внутреннее кровотечение, желудочные и маточные. Фитопродукт «Женское здоровье». Создан по рецептам сакральной тибетской медицины с использованием самых современных технологий 21 века. Уникальный препарат биоксинон. 100% натуральный состав. Рецепт формулы биоксинон уникален тем, что в нем использованы компоненты, которые очень нежно и мягко восстанавливают работу всех систем организма. Уникальный препарат тибетской формулы биоксинон повышает естественные защитные силы организма, способствует скорейшему выздоровлению и реабилитации, оказывает антивирусное, противогрибковое, бактерицидное действие, надежная профилактика простудных заболеваний и острых респираторных вирусных инфекций. Уникальный фитопрепарат «Красный дракон». В чем его секрет? Фитопрепарат «Красный дракон» усиливает потенцию, половое влечение и либидо, влияет на продолжительность эрекции, улучшает деятельность сердечно-сосудистой системы, обладает спермообразующими свойствами, является средством от мужского бесплодия. Красный дракон – это 100% натуральный состав, не содержит искусственных добавок и абсолютно безвреден для организма. Красный дракон. Верните себе мужскую силу. Фитопрепарат «Красный дракон», созданный на основе сакральной тибетской медицины. Биологически активную добавку «Эмма». Биологически активная добавка «Эмма», созданная на основе аминокислот, нейтрализует и выводит ионы тяжелых металлов – свинец, кадмий, мышьяк, алюминий и другие. Благотворно влияет на состояние крови, восстанавливает эластичность сосудов. Таким образом происходит очистка мозга, сердца, печени, почек и других органов от токсичных металлов. Эмма – уникальная биодобавка на защите вашего организма в условиях плохой экологии. Тибет. Уникальный препарат Гельминфит. Гельминфит создан на основе только натуральных составляющих. Свойства биодобавки: антигельминтные, противовоспалительные, иммуномодулирующие, улучшает аппетит, антимикробные, общеукрепляющие, антитоксическое, спазмолитическое. Гельминфит – действенный способ в борьбе с гельминтами. Гельминфит – эксклюзивный прямую добавку тибетской формулы Life Energy. Life Energy – это быстрое средство для похудения. Профилактика. Усиливает сжигание жировой ткани, приятный вкус и отличная растворимость. Прекрасный источник витаминов и минералов. Содержит инулин, хром и L-карнитин. В составе Life Energy свободный от лактозы сывороточный концентрат белка, клетчатка с пробиотическими свойствами, исключительно сложные углеводы. Мнемонорм Суперпамять. Препарат Мнемонорм создан на основе только натуральных составляющих. Препарат показан при снижении внимания,
нарушение концентрации, снижение работоспособности, ослабление памяти. Уникальная биодобавка Панкресорб создана на основе только натуральных ингредиентов. Панкресорб – это профилактика пищеварительного тракта при нездоровом питании, хронического панкреатита, желчекаменной болезни, язвы желудка, при постоянном употреблении алкоголя. Не нужно терпеть боль. Верните себе пищевую добавку Серантал. Состав препарата полностью натурален и состоит из целительных, успокаивающих трав, а значит, результат наступает мгновенно. Применяется при невротических расстройствах, стрессовых состояниях, повышенной тревожности, нарушении сна. Пищевая добавка тибетской формулы Серантал. Лучшее средство от нервов. Серантал благотворно влияет на весь организм. Whey Platinum. Тренировка без боли. Формула протеина Starway Platinum создана на основе сывороточного изолята премиум-класса, обогащенного витаминно-минеральным комплексом наночастицы. Эта высокотехнологичная разработка устраняет послетренировочный болевой синдром, препятствует образованию молочной кислоты, улучшает циркуляцию крови в организме, ускоряет обмен веществ, способствует увеличению мышечной массы. Starway Platinum имеет только натуральные компоненты и не содержит искусственных красителей и консервантов. Тибетская Логически активную добавку Тантал. Тантал – это уникальная эксклюзивная биодобавка на основе только натуральных ингредиентов. Показания к применению препарата Тантал: псориаз, цирроз печени, жировая дистрофия печени, алкогольный гепатит, при соматических заболеваниях, токсикоз беременности, против образования желчных камней, радиационный синдром, энцефалопатия. Тантал всегда на защите работы вашей печени. Препарат Тантал созданный на основе сакрально-тибетской медицины от варикоза и усталости ног. Мазь вариковазин состоит только из природных компонентов и не имеет противопоказаний. Вариковазин снимает воспаление, устраняет отек мягких тканей, повышает тонус вен, снижает проницаемость стенок сосудов, убирает варикозную сетку. Вариковазин – это действенный способ справиться с варикозом без операции. Тибетская формула